More and more evident of an absolutely destructive powerhouse. Fantastic cores of Takedo, Vaxe, and Rectagon, golden trinity of this team. They have been proven to be really formidable, and taking down Australia yesterday in very dominant fashion only makes this team look even more daunting. The big narrative is, I think, quite obvious here. Will South Korea get the first World Cup victory in 10 years and get revenge on their most prolific adversary? Or will the United States prove all of the doubters wrong, regardless of roster changes, regardless of form, regardless of any doubts you have on this team? Will they once again prove to the world that they are an unstoppable force, no matter the narratives pitted against them? Йоу-йоу, здравствуйте, друзья. Доброе вам утро. Доброе вам утро. Приветствую вас. Что-то они рано начали, наверное, какая-то аналитика. За 7 минут, типа, они трансляцию подрубили. Наверное, просто люди обсуждают, так сказать, вспоминают прошлое ОВЦ, вспоминают заслуги что одной, что другой команды. Ну и да, друзья, у нас по итогу повторяется история. В том плане, что гранд-финал у нас 2022 года, если вы помните, уважаемые зрители, был с теми же командами. Но вот что действительно стало, вот изменилось, это то, что Австралия заняла топ-3. И в принципе... За Австралию можно порадоваться, все-таки Мрэк свой бейджик получит, не чемпионский, конечно, но и третье место на ОВЦ, я считаю, для его команды, в принципе, довольно-таки крутой и заслуженный результат. Что я вам могу сказать, уважаемые зрители. Но посмотрим, как у нас в этом году Южная Корея будет с США бодаться. Я напомню, что это не первая их встреча в гранд-финале. Опять же, 2022 год, вспоминаем, можем идти дальше. 2019 год. 2019 год OWO World Cup это вообще был, ну, кромешный кошмар. И, наверное, один из самых лучших перформансов за всю историю ОВЦ от Соединенных Штатов, где они всего за все матчи проиграли 3 карты. То есть это сумасшедший какой-то результат, который, мне кажется, уже навряд ли повторят. Итак, друзья, еще раз доброе утро. Видимо, просто они запустили аналитику, поговорить. Ну, я тоже, собственно, запущу. Раньше раз трансляция началась так рано. Так, я, наверное, сделаю анонсы в своих соцсетях. Вы, кстати, тоже подписывайтесь на Телеграм. Очень приятно мне будет, если вы это сделаете. Спасибо, кстати, ребят, те, кто подписывался. 1000 подписчиков уже. Довольно-таки неплохой результат для человека, который снимает видосики по ОС. Ну, на что я вообще рассчитываю, да? То есть, вот, какую игру хочу видеть я. Все-таки, на самом деле, ой, извиняюсь вас. Это когда я альтабуюсь, оно так пропадает, да? Будто на втором мониторе что-либо делать. На что я вообще рассчитываю от этого матча? Все-таки я надеюсь, что... Если Южная Корея не выиграет, то хотя бы даст США борьбу. Вспоминая, опять же, прошлый гранд-финал прошлого года. Была аналогичная ситуация, где Соединенные Штаты вылетели вроде как из полуфинала Венеров, и вылетела она как раз-таки от Южной Кореи, еще да как вылетела, на тайбрейке. То есть там прям была довольно-таки плотная заруба, что как бы уже давало почву для того, что можно поразмышлять о том, что, блин, какой же будет крутой эпичный гранд-финал 2022 года. Но на деле оказалось, конечно, не так круто, как было. Первый матч, поскольку США в нижнюю сетку упала, следовательно, чтобы выиграть гранд-финал, им нужно было выиграть 2 карты.
Ну, точнее, два матча. Первый матч США просто без шансов уничтожили Южную Корею, и уже люди пожалели о том, что они встали в 6 утра, начали грустить, но на самом деле второй матч, хоть и не дошел до ТБ, но был довольно-таки крутым. Особенно то, как я хайповал с Хайрплеера, который просто карту за картой какой-то невероятный перформанс демонстрировал, и действительно матч был хотя бы второй интересным. Поэтому, как говорится, нет худа без добра, уважаемые зрители. Most improved team of the year, Team Chile. Ну, не знаю, типа, мне кажется, Most Improved Team of the Year — это Филиппины. Это вообще капец. Там ребята стиль-то нормально раздали. Мне кажется, до сих пор, даже несмотря на то, что у нас Филиппины вылетели, на новом мод 4 Филиппины, наверное, одна из самых сильных команд. Потому что перформанс, который они демонстрировали, это, конечно, просто какой-то, не знаю, что-то сверхчеловеческое показывали они. Поэтому да. Машним, чтобы Такита не выспался. Так у Юсы сейчас вечер, если что. У Юсы сейчас, ну, там где-то минус 11 или минус 12. Вот, не помню точно. Но там сейчас вечер. Так что у них не утро, ребят. Там как бы на планете Земля существуют часовые пояса. И мы смотрим с вами матч в 7 утра не потому, что так захотели создатели, а потому что для команд это довольно-таки удобное время. 23:00 Вашингтон. Тем более, да. Даже не вечер. Но опять же, это в зависимости от штата. Там же как бы тоже часовые пояса присутствуют. Ну и, друзья, такое вот небольшое предусловие с утра, если как-то что-то некорректно сказал, уж извините, сам недавно проснулся, сам с просонья, поэтому постараюсь по мере матча как-то взбодриться. Ну а вы, друзья, не забывайте ставить лайк по трансляцию. Довольно-таки приятно, да и трансляция продвигается, что довольно-таки круто. Итак, ну что ж, как минимум у нас уже 7 часов по МСК, и можно сказать, что данный гранд-финал начинается. В Корее сейчас 13 вроде. Ну вот, да, одни днем играют, другие вечером. В принципе, довольно-таки комфортное время для игры. Почему нет? Ну вот, конечно, если бы выиграла Австралия, мы бы с вами матч смотрели в час дня, и это прям нормально бы было, конечно. Но нет, друзья. Нет, друзья, мы это... Ну, на самом деле, нужно отдать должное. Это сказать спасибо Германии за то, что 2 ОЦ, они все-таки докарабкались до гранд-финалов. И там прям нормально такое удобное время для просмотра было. Вот что я помню, вставал в 2019 году в 6 утра, что помню в 2022 году, что сейчас. Время, так скажем, не самое удобное, знаете, хочется как-то поваляться, ничего не поделать. Но, как говорится, ОВЦ раз в году, ребят, бывает, поэтому ради такого события можно и проснуться и посмотреть, вдруг что-то будет интересное, да, как бы всегда такая надежда присутствует. Итак, у нас first ban от Южной Кореи. Интересно, что они будут банить, не знаю. Ну, ДТ-2, кстати, да. Но вот интересно, мне забанит ли у нас штаты Hidden какой-нибудь. Потому что Южная Корея довольно-таки неплохой перформанс Hidden демонстрирует. И, в принципе, подбанить, допустим, тот же Hidden 2. Или же первый Hidden было бы против Южной Кореи довольно-таки неплохим решением.
Мод 5, кстати, банится. Это вот картонка для врос-харплеера. И еще вроде когда один бан от США последует и от Южной Кореи. Но мод 3. Блин, не будет этой карты в гранд-финале, к сожалению. Но вот Хидден оставили. То есть Штаты уверены в своем Хиддене. Посмотрим. И у нас бан Южной Кореи. На самом деле, на месте Южной Кореи я бы банил, не знаю, какой-нибудь... Хотя, ну, мод 2, в принципе, есть кому играть. Но вот фримод 2... Но мод 2 все-таки, вот такое решение. Вот я думал, что-то между мод 2 или фримодом 2. Но все-таки у нас решают забанить второй мод. Ну, типа, да, одного карчера, мне кажется... Ну, там, ладно, там не один карчер, там еще есть игроки, которые могли бы этот мод 2 хорошо сыграть, но, в принципе, против Штатов не уверен, что осилят. Ну, хэр, справедливости ради, у Южной Кореи тоже есть кому играть, вот особенно еще от КТГстера хардрок. Я попробовал этот хардрок 3 в ноумоде сыграть от КТГстера. Жесть, конечно, карта веселая. Я не знаю, как люди это играют, честное слово. Это уже какой-то... Знаете, если еще на прошлых стадиях можно было плюс-минус понять, типа, да, как некоторые карты играются. Типа на туриках именно, да, не в соло, когда ты играешь, а вот именно на турнире. То вот карты, которые в нынешнем пуле, это просто какой-то сверх уже уровень, я не знаю. Мне уже даже, знаете, я уже боюсь представить, что будет на каком-нибудь вот 2024 года. Ну, кстати, Южная Корея берет себе 3-й фримод. Ну вот во фримоде как-то Южная Корея все-таки больше верит, поэтому, наверное, и между вторым фримодом и вторым ноумодом они все-таки предпочли слить ноумод. Хотя, конечно, Штаты фримод тоже довольно-таки здоровски играют. Есть у Штатов 2 игрока, которые спокойно берут на себя ответственность, берут эти моды и дают своим 2 игрокам, оставшихся в мультиплеере, играть ноумоды. То есть, ну, это я очевидно говорю про Такита и... про Такита и Ректигона, который в хардроке играет, кто на скидне. Ну, кстати, вроде как Бош и Мэн выходил, не помню точно, но вроде бы против матча с Австралией на эту карту в Хиддене выходил Бош и Мэн. Может, я что-то запамятовал. Интересно, выйдет ли он у Штатов сейчас, но пока что у нас у Южной Кореи врос-харплеер и Амами Кокера. Вот, кстати, интересно, на этой карте будет ли... Ну, скорее всего, навряд ли врос-харплеер будет... Но, кстати, да, вот смотрите. Не, все-таки эту карту играть, скорее всего, не будет. Или будет? Не, ну Бош и Мэн, да, я, как и говорил, он вчера на прошлой встрече эту карту играл в Хиддене, то есть. Всем, друзья, доброе утро. Смотрю, вы понемножку подтягиваетесь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, смотрите, нифига себе, Такита решил выйти тоже поиграть. Taquito, Boshiman, Rectigon, and Fiery Rage for the United States. The first map of the OS World Cup 2023 Grand Finals begins. South Korea versus United States. It is time for the Grand Finals. This is it. Итак, The moment you've all been waiting for. It's time to get into map number 1. Смотрите-ка, у нас овермод от Южной Кореи, у нас легвиссимо карчер берут хардрок. Вос-харплеер все-таки с Хидденом будет играть, вот так вот. Решил он, как один из самых скиллов игроков в подобные аспекты, решает сам взять Хидден и попытаться что-то с этим Хидденом придумать. Так, ну а пока что у нас Такита, Феррерич в начале миссает, миссает также Бош и Мэн.
А нет, смотрите, кстати, у нас Никита берет Hidden, да, Бошимен. На этой встрече решает поиграть карту как раз-таки у нас в ноу-моде. Так, ну пока что Южная Корея впереди. Карчер Хаваки миссает, и Южная Корея остается без ФК, в то время как So far, so good though for both teams. Karcher though has gone down. These recoveries from South Korea are a little bit threatening, but Rectagon and Boshiman are keeping the charge ahead. Next TI ramp-up section going past the first half now. Rectagon is still holding on to that big combo with Hard Rock, and it's starting to close away here for South Korea. They can't really get a lead on the table. It's Alec Grissom and Mikokoro to try and do something here. But as long as these combos still remain good for the United States, hold on though, that's a big drop there. Double mission for the United States. Rectagon and Boshiman both go down. It's just Tequila holding on to a combo with the hidden. Karcher still holding on to a good combo with the hard rock. With that drop from Allegrisimo, it could look really dangerous. Так, у меня микрофон, походу, опять децибелы сожрал, я это прям вижу. Надо будет пофиксить. Ну, Штаты пока что лидируют, да, на 180 тысяч очков. Никита уже 400 комбы нахолдил, а маме Кокора Карчер в одном паттерне миссует. But it's been a four-way reset in the last 100 combo for South Korea. There's no way for them to bring this score back at the end of the map, and that is the first pick going to the United States. A breakpoint on South Korea's first pick, and already you see the parallels with the match versus... Так, я пойду, секундочку, надо пофиксить. Я не знаю, почему у меня винда микрофон вечно выкручивает в минус. Я свойства уровня. Да, во. Сейчас меня прям должно быть нормально слышно. Надеюсь. Сейчас мне должно быть прям очень хорошо слышно. Извиняюсь заранее. Я вот смотрел, что у меня там со звуком. Сейчас все должно быть нормально. Итак, у нас по итогу брейкпоинт в самом начале встречи. Неудачный пик от Южной Кореи. Но там, в принципе, на самом деле, что одни, что другие миссовали. Единственное, что там вот Рептигон и такие-то, конечно, постабильнее эту карту сыграли. Ура, наконец слышу поверх телевентилятора. Но я посмотрел. О, кстати, это интересное решение от Штатов. Мне почему-то, знаете, мне почему-то кажется, что довольно-таки большое количество игроков в лобби, дай бог, эту карту закроют в 90 аккураси. Почему-то есть у меня, знаете, такое предположение. Но посмотрим, друзья. Предлагает Фейри Рейдж с Карчером один head-to-head. Ну, head-to-head это на каком-нибудь другом турике все-таки. Вот, C4/4. 300к будет у всех 100%. Ну да, все-таки это не Австралия. Так, у нас Ристия, кстати, выходит. Вот. Действительно, да, один из игроков, который довольно-таки часто на ДТшках появляется у Южной Кореи. Маме Кокора, Карчер. И фланктюна. Жесть фланктюна, IBPM жим, let's go. Блин, на карте, кстати, все вроде сколько там. Дай бог, 2-3 ФК есть на карте. Может, кстати, уже больше. Может, увидели в пулах карту и решили такие, оп, подфармить. Хотя вроде, мне кажется, карта особо ПП не дает. Так, друзья. Стартует у нас с вами
to make good На on the вторая карта rosters пик that were штатов. crafted before the tournament. Карчер, Here we Листья, go Флэнктюна into и this Амамия GT3. Already a Кокора. couple of early misses for South Korea on Restia right at the start of the map. This one, though, doesn't really get У started Штатов на until Сретигон you start to какие-то get into the что-то later бласты parts of Window the map. Live. There's a lot of triples, a lot of quints, and a lot of aim requirement in this map, mostly on jumps, not the Так, flow ну aim. пока что уже This one, есть really tough there. небольшие Break for проблемы both с аккурасией. Restia and Карчер on the buzz slider in that как-то section. So two full combos не to four now вписался in в favor of the стримос, United и States, going into the вначале first миснул. time. Жесть, конечно, First BPM у 9 карты note просто burst catching no one off, 285. and Restia, Amamiya Kokoro, and Flying Tuna all dropping Южная Корея in the прям first как-то KI time. совсем There goes с Karka as well. картой Kama не will drop to the справляется USA, поначалу. but this is just a slaughter right now in the first KI time. Ой, Ректигон, кстати, Rectigon миссает. finally drops Такие-то as well, but it's продолжает still the full combo фкашить. for Taquito, and more importantly, Window nearly Live также 300,000 езжает, тому score Window lead, Live only a аккураси. third of the way to this map. 99,5 аккураси у strong Window early Live. dominance here from the United States. South Korea completely falling apart towards that Такие-то, first кстати, PI. миссает, This is но some Window Live intense пока что levels of остается у raw нас mechanics, единственным мультиплеерским both in the боем. Амамия speed, the Кокора think миссает, control, and the Флэнктюна, aim. You've got to be Листья. really prepared for this, really Понемногу холдят, но kind вот of мне poised, интересно, really. You have останется to ли эта be комба на very, втором very KI у quick in них. this, and if you are not a signature mechanics player, Ой-ой-ой, like the Флэнктюна majority of roster here миссает, from the United Листья. States, it's going to be really hard for you to come back and На втором overtake KI from this. The миссает, majority of South также Korea has Карчер, completely 300 falling комбы apart. тоже No миссает. drops here. Karcher, the last combo standing for South Korea, is gone. Whereas on the side of the Ну United да, States, конечно, we may see на those from Karma and подобной Rectigon, but карте Keto and Window Life still шансов looking really Штаты good. просто Южной Кореи не This is one оставляют. of the hardest parts of the map. The streams get Какие-то уже really, 500 really big, a комбы lot, после much своего longer. вроде как слайдер-брейка. Window Live 99 аккураси. Keto may drop, but Window Live hits the entire guitar Жесть, конечно, section, Window Live по completely destroying аккураси. this, and he's going to excel his lead Просто further and чел further эту as карту long в as he doesn't 99 slip up закрывает. on this final KI coming through now. A four-way miss there for South Вот, Korea. кстати, Амамия Only digs that Кокора, grave even deeper on a конечно, map да, like this. не 90. USA, Не, на despite самом деле, да, dropping quite a few получше combos по towards the аккураси later сыграли, stage, но including that final drop from Window Live, чем я that ожидал early от stage Южной dominance Кореи. is far too Ну вот я impressive был for the United близок, на States. самом деле, к No этому. opportunity for a break one here for South Korea. USA not only get the break one on the 3-3, Я вот думал, but что get вот только Карчер и Листья эту карту excellent нормально advantage on сыграют, this вот double Флэнктюна. tag 3. Granted, as expected for a team 300 of this тысяч, caliber, кстати. Но не у but всех still, 300 тысяч. fantastic difference in score here. Вот удивительно, у 770,000 Карчера score нет for the United 300 States. тысяч. У Карчера 270, а Мамия Кокора 176. Мне кажется, мне кажется, они специально против Австралии не брали ДТ-3, потому что знали, что его в целом хорошо сыграет. Хотя, ну, у Австралии игроки в ДТ-3, конечно, получше, чем у Южной Кореи будут. Как мне кажется, тот же Мрак может спокойно и на ФК эту карту подзакрыть. Ну тут да, тут прям чего-то выдающегося Южная Корея не продемонстрировала. Собственно, оно и неудивительно, учитывая то, насколько требовательна карта к скорости. Не, ну как, там же мир определенного BPM, скорее. То есть, вот, ну не прям такого. То есть, мне кажется, вот если бы Южная Корея подбанила бы не ДТ-2, а ДТ-3 условно, то Карчер бы, конечно, получше скор бы оформил. Диджей Мак в пуле, серьезно? А где, кстати, я что-то проглядел? А, Диджей Мак, все, я понял, о чем ты. Ты оно мод третьим. Да ее вот в двух матчах, вот сколько вот, финал лузеров, и вот этот матч, вот ее забанили. Так, ну пока что, друзья, дело идет к повторению гранд-финала 2022 года. Но посмотрим. Пикается, кстати, вот то как раз о чем я говорил, в принципе, Hidden пикается у нас от Южной Кореи. И, конечно, багажка у карты сочная прям. Тосерский маскот в жанре киберпанка смотрится довольно-таки симпатично, скажем так.
Вот, кстати, Time to Vaxey на подобную карту. Но все-таки, мне кажется, у Штатов лучше всего подобный пик таки-то закроет. Почему они не сунут карты аж из 2010 года? Ну вот, из Scarlet Troll же есть из 2012 года. Что тебя не устраивает? Is going to be the one you're looking to for the US. This map is right in his wheelhouse, but you do kind of expect a worst HR player to. Так что старые карты в пуле тоже периодически присутствуют. That's where South Korea really has their advantage, especially with Kokoro, who is fantastic at some of these hidden. Ну вот, собственно, и Vaxey. Ну и таки-то сейчас последним выйдет у Штатов. В принципе, у Южной Кореи по составу тоже не особо что-то прям удивительное. Карчер, Росхарплеер, Мамия Кокер и Фланг Тюна. В принципе, довольно-таки стабильный пул игроков в Хидене. South Korea, they've got to get a point on the board. USA already converted the first breakpoint in the first part of the match. We did mention it earlier, South Korea are known to take their time Второй at пик the Южной start of their Кореи, respective третья карта. matches. Later on, it starts to get really spicy. That's when South Korea starts to wake Посмотрим, up, будет ли же ramp все-таки up, and борьба start to really от Южной perform. Кореи. Granted, we are still in Или that же early stage, but this is still an Штаты important возьмут map. очередной South Korea really брейкпоинт. don't want to majorly concede multiple breakpoints, especially two. That gives United States more maps they need to win than not. So this map is still quite important here. If the South Korea lose this, USA instantly go into that 3-mod-2 and instantly get themselves 4 points on the board, I could imagine. So this is Пошла у still a нас very интруха, important Фланктюна map. в начале Slow миссает, intro Карчер section также here with still a мисснул. few hits of those scary Но bursts and у flow Штатов sections here мисснул and there. Текита. This is a frightening Но опять же, flow tech начальные map. миссы Also не original, особо as что-то we решают, mentioned by Lips, but все-таки будет Zesta, решаться, beautiful hitter map and perfect for a team like South Korea. находит ли кто-то, Very early intro будет section решаться here, в leads to a зависимости от couple того, breaks находит ли from кто-то South Korea комбы flying to. на дропах. Carter's gonna be the Пока next что у to нас drop, Фланктюна, even Карчер playing очередной раз field now, миссит, но two в Росхарплеере, Мамия Кокера на первом дропе пока что холдят. Два ФК миссит, кстати, Vaxey, Ректигон, 500 комбы миссит, Читобласт, Южная Корея вырывается вперед. Преимущество по комбе у нас от Южной Кореи. А Мамия Кокера в Росхарплеере пока что этот дроп идеально проходит, но вот и миссит у нас. А Мамия Кокера, Ректигон против Росхарплеера по одному ФК. От каждой из команд миссит Ректигон, в то время как Росхарплеер карту ФКшит. После первого кия имеет он 98 аккураси, и Южная Корея лидирует на 18 тысяч очков. From worst HR player here. This is the reason why these maps are Korea maps in the pool. He is the reason why this team is feared in 2023. He is the one who has been popping off all tournament long. Ну да, конечно, Росхарплеер из года в год показывает, как он хорошо подобные карты умеет отыгрывать. На самом деле, у Штатов пока что есть Vaxey, который 500 комбы холдит, и преимущество не то чтобы прям огромное за Южной Кореей, у нас 100 тысяч преимущества. Vaxey, кстати, миссает Читобласт, Текита, 400 комбы нахолдил, но в Росхарплеер продолжает эту карту ФКшить. Уже не ФКшит, но 100 тысяч плюс преимущество у нас за Южной Кореей, а Мамия Кокера 100 комбы, 95 аккураси, дропает он на стриме комбу, и, друзья, первый поинт для Южной Кореи. Первый поинт для Южной Кореи, друзья. Ну вот не знаю, я все-таки считаю, что вот реально нужно было подбанить какой-то из хиднов Южной Кореи, потому что то, что творит Росхарплеер, это просто какие-то чудеса, иначе не назвать. Знаете, когда игрок в лютой зоне и врубается именно тогда, когда это надо. Это вот можно было сказать про Vaxey в матче с Австралией, где он, если и не на ФК закрывал, то был близок к этому.
Но вот то, как он вчера закрыл фримод 4, ну, хоть и в ноумоде, но все-таки закрыл фримод 4 на ФК. Единственный в мультиплеере, кто это сделал, это, конечно, было просто что-то с чем-то, друзья. Есть у меня подозрение, что сейчас возьмется фримод 2. Вот. Или ДТ-4, кстати. Кстати. Но нет, все-таки фримод 2 у нас берет Fairy Rage. They're going to have a bit of a harder time playing this map. You really want your two best players to be on the Nomad to be able to put up those bigger scores and have a little bit easier time. But South Korea doesn't quite have that luxury. We're going to see the other players, likely Parisha in for this one on the Nomad. Не, я про это не в курсе. Надо узнать, что это такое. Fairly US favored, but after this, the US has much less clear picks. Первый раз про это слышу, если честно. Если до ТБ не дойдет, они его сыграют просто так, как вчера. Да, респект ТБ. Типа, это норм практика на каждом турнире, я бы даже сказал, не только на ОВЦ. Ну, я, кстати, попробую потестить рентивил, спасибо, это интересно. Я вот не слышал о таком фильтре. ТБ слишком шикарен, чтобы игнорить его. Я соглашусь с тобой, друг. Мне ТБ прям очень сильно понравился. Но если будет ТБ в подобном противостоянии, это прям будет какой-то сверхэпик, друзья, я не знаю. Это просто жесть будет. Я, наверное, в первый раз не пожалею, что в 7 утра встал, пацаны. Так что нормально. Решил испытать маус-дрифт на ГП. You cannot underestimate Kokoro on a pick like this. We actually do have Restia in the lobby along with Flying Tuna. And interestingly enough, while South Korea isn't much of a speed team, they have quite a few players that have subbed in for the speed pick. Кстати, Перси у нас будет играть еще этот фримод. Интересно, кто у Кореи Хиден возьмет. Карчер, скорее всего, да, с Хэром будет играть. Ристи Хиден возьмет. Фингер контроль карта, 245 BPM. И да, все-таки пока что на этой карте посильнее Штаты выглядят. Но, друзья, это и не 285 BPM, поэтому тут Карчер может и нормально сыграть. Посмотрим. Итак, у нас у Штатов ничего удивительного по модам. Выходит, кстати, Window Live на очередную жимку. В Вути у нас будет на моде, как и Window Live играть. Такие-то Ректигон у нас в модах. О, кстати, миссит у нас такие-то Ректигон в модах, в то время как у Южной Кореи пока что по комбе ситуация получше складывается. Ристи, Карчер ФКшит. В то время как у Штатов только Window Live имеет ФК и 99,7 аккураси. Пока что Южная Корея довольно-таки неплохо отыгрывает пик соперника. Карчер в хардроке так вообще 98,6 аккураси имеет. 100 тысяч преимущества у нас за Южной Кореей. Ой-ой-ой, Перисия, Карчер миссают прям перед слоупартом. Но миссит, кстати, и в Ути у Штатов. У Ректигона тоже комбы не особо нету, но там у Южной Кореи прям очень много намесали люди, и преимущество сокращается в пользу Штатов. Но если сейчас Ректигон где-то миснет или Window Live, то... Ай-яй-яй, Карчер стрим-секцию промесал, потерял очень много скоро. Пересей миссает. Ректигон уже имеет 700 комбо. Не, Ректигон, конечно, хорош на этой карте. Жесть, конечно, стримосы. Вути у нас миссы. А не, Вути у нас не миссит, Вути просто много аккураси теряет на стриме. Window Live 600
700 комбо. Какие-то мисса от Хидене, 94 аккураси у него. Ну, кстати, этот фримод был довольно-таки близок. На самом деле, когда он дропает комбу. Фланктюна, Ристия. Держит комбу, но не думаю, что это уже, да, особо как-то порешает. Хотя нет, стоп, подождите-ка. Ай-яй-яй, у штатов Window Live. У штатов Window Live, который имеет 800 комбы, 99,5 аккурасти. И вот за счет этой комбы от Window Live, мне кажется, Южная Корея не сможет камбэкнуть. Но хотя преимущество понемножку сокращается, и если Window Live где-то миснет. Последний стрим паттерны. Ай-яй, Фланктюна, Карчер миссает. Да, не оставили нам интриги под конец, а еще Window Live миссает под конец. Ристия 700 комбы. Но справедливости ради, на этих паттернах Ректигон, Вути тоже комбы похолдили. И да, Штаты забирают третью карту в этом противостоянии. Пока что на своих пиках Штаты... Ну, знаете, вот на самом деле, если ДТ-3 это было прям уверенно, прям вот, ну реально то, где США на голову сильнее, то тут я бы не сказал, что прям Штаты переехали Южную Корею. У Южной Кореи, мне кажется, были шансы эту карту и подзабрать, но нет. Going into a potential bracket reset, that DT2 looking all the more appetizing for a roster that seems to thrive more on these longer stream stamina focused speed maps like this Prima 2. Так, ну, у Южной Кореи по-прежнему остается... Going to look for some breakpoints over the next few maps for sure, but what are we thinking for South Korea picks here? I do think both of those hiddens as well as the DT4 are potential picks for them. Yeah, both the hiddens, definitely the mapped by Raihodo here for the World Cup Grand Finals this year. This is the low approach rate hidden reading map. It is 120 BPM alt AR8 hidden reading. This map has overlapping jumps rather than perfect stacks, and that adds a form of difficulty in and of itself. Алло, пацаны, напишите плюсик в чате, если слышно меня, видно. Ребят, крашнулось, друзья, сори. Сори, пацаны, крашнулся у меня ОБС. Бывает такое. Все, вижу, ребят, вижу. Все, ребят, сори. Пикается у нас Hidden 2. Ну, это как раз таки то, о чем я говорил, то, что я ожидал увидеть в бане от Штатов, но нет, все-таки будет играться эта карта. Ого, не зря проснулся. Ну, есть такой моментик. Так, друзья, еще раз приветствую вас на гранд-финале всех с добрым утром. Не забываем ставить лайки под трансляцию заранее. Вас за это благодарю. Собственно, это один из способов продвижения. Поэтому было бы приятно. Фух, даже не верится, что этот месяц кастового ЦО, он уже подходит к концу понемногу. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот гранд-финал был вишенкой на торте. Но пока что у нас с вами пятая карта и третий пик Южной Кореи. Hidden 2, Low Air, Hidden. Low Air Hidden, и это Low Air Hidden Альтик. С довольно-таки прикольными, скажем так, паттернами.
South Korea have a really daunting roster for this one. Amamiya, Coco, Restia, Flying Tuna, and Wednesday Chart Player. И на этот хиден у нас выходит Амамия Кокора. Flying Tuna has also made a significant improvement throughout the years on his Ристия, Flying Tuna, Росхар Плеер. У Штатов Бошимен, Ферри Рейдж, Ваксей и Такита. These players from the United States still are very scary, especially Boshiman and Fire Rage, who are the staple reading players for this nation. So you're gonna still have a little bit of a run for your money if you're South Korea. Итак, у нас Ристия вначале миссит, но там у Штатов много кто намисал. Ферри Рейдж вначале мисснул, Ваксей и Такита. В то время как у Южной Кореи Амамия Кокора, Фланг Тюна и Росхар Плеер пока что карту фкшат. Миссит Ристия в очередной раз и миссит также Бошимен. Что-то мне есть такое подозрение, что эту карту Южная Корея очень сильно сыграет и размажет по стенке США, конечно, на этом лоуэр-хидене. Но посмотрим, загадывать, конечно, наперед не самое верное решение, но... Ой, это вот это, о чем я говорил. В одном паттерне у нас мисс это Амамия Кокора и Фланктина, но в Росхар Плеер. 99,8 аккураси у него. Но справедливости ради, там, да, там, конечно, Юса с картой, мягко говоря, справляется похуже. Амамия Кокора hidden player, и в принципе хороший человек, имеет 99 аккураси. Также 99 аккураси у нас в Росхар Плеера, Фланг Тюна, 97 аккуратности. Ой-ой-ой, Ристия, Амамия Кокора в одном паттерне миссит Росхар Плеер. Но хотел бы я сказать, что это момент для Штатов камбэкать, но нет, там у Штатов камбы нету абсолютно ни у кого. Бошимен миссит, Ферри Рейдж миссает, Такита с Ваксеем по 70 камбы имеет, в то время как уже Фланг Тюна 300 дохалдил и 160 тысяч у нас за Южной Кореей. Restia really struggling with this pick, but luckily Fire Rage and Bashi not able to put together huge combos for the United States. Takito and Vaxi not able to put on the carry pants we've seen them have so many times throughout the World Cup. And it's worst stage our player and Flying Tuna. Amamiya Kokoro actually as well above 300k, the only other player in the lobby aside from worst stage our player. Южной Кореи это просто жесть какая-то. And going into the last quarter of the map now, this is just ну all да, и South Штаты, Korea. конечно, This эту looks карту so good for the team. Я не понимаю, почему они это не банили. And there goes Bashi. There goes any chance of the USA taking this pick. It's going to be worst HR player carrying yet another map for South Korea. Но это фри-пик для Южной Кореи, не знаю. Amamiya Kokoro and Flying Tuna, both above 300k, both better than any of the scores on the side of the United States. This is just team dominance from South Korea on this map. And if you thought that pattern was hard, wait until after this break, because this map slaps you with the hardest pattern. Ну, маленькая часть карты осталась, и 240 тысяч у нас за Южной Кореей. Ой, треугольнички под конец, еще 1-2 паттерны в Росхар Плеер, 600 камбы. Жесть, эти паттерны все он снапает, аимит, контролит. Что в Росхар Плеер творит? Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Росхар Плеер, Росхар Плеер. Один мисс у человека. Я, друзья, честно, я не понимаю, почему эту карту Штаты в бан не отправили. Я об этом говорил в начале трансляции, что вот Hidden 2 это один из потенциальных банов против Южной Кореи. Но нет, оставили они эту карту, все-таки отдали предпочтение на ноу-моды. Что, в принципе, можно как бы понять, потому что это те карты, которые они подбанили в ноу-модах, в Росхар Плеер также их хорошо отыгрывает. И, друзья, 3-2. 3-2. Пока что Гранд-финал начался гораздо лучше того, что было у нас в прошлом году. И еще один потенциальный хиден остался у нас у... Ну, ДТ-4, скорее всего, да. Сейчас ДТ-4 будет брать у нас Штаты, как мне кажется. Или ДТ-1, кстати, как вариант.
Но вот когда закончатся ДТшки, мне кажется, игра уже перейдет в стадию, где Юса не сможет прям, ну, тотально доминировать. ДТ4, ну, это, да. Ура! Еще раз Скарлетт Росс в даблтайме посмотрим на турике. World Player против США. Не, на самом деле, Амамия Кокера довольно-таки неплохо Хидден отыграл. Да, он на миссл, конечно, аккурсин дропал. Но, в принципе, ну да, я согласен. World Player, конечно, относительно этого мульти просто на головы 2 выше на этой карте был. Ну чё, пора оформлять легендарные ФК на ОВЦ Скарлетт Росс ДТ. Чтобы, как говорится, потомки на это смотрели и понимали, с чего мы угорали в свое время. Так, у Кореи Карчер или Гриссима, кстати, выходит. Росхарплеер и Флэнктюна. У Штатов Ваксей, Ректигон, Читобласт. Но мне кажется... Ну, я, кстати, удивлюсь, если Такита не выйдет. Не, выйдет Такита. Будет Такита эту карту играть, естественно. Ну вот на самом деле, знаете, друзья, вот на подобном даблтайме у Южной Кореи это шансы есть, я вам так скажу. Что-то вот мне подсказывает, что карта будет довольно-таки интересной. Ну что ж, мы, друзья, с вами будем лицезреть и узнаем, будет ли эта карта интересная, или же это будет односторонняя для Штатов. Итак, друзья, 6-я карта. Миссия Телегриссима в начале, Флэнктюна написали в начале. Росхарплеер, Карчер пока что фкшит карту. Ну и, кстати, по тимлиду у нас Южная Корея впереди. 40 тысяч преимуществ за аниме. Ой, что-то Бласт миссает. Такита, Ректигон, Ваксей. В первый край пока что с комбой входит Росхарплеер, Флэнктюна миссает, но миссит Карчер еще. Миссит Телегриссима теряет у нас полностью комбо Южная Корея, в то время как Ваксей и Читобласт нет. Читобласт миснул, но Ваксей остается у нас с комбой. Ой, остановите его. Ой, 500 комбы Ваксей. Первый край успешно прошел полностью его ФК, что Росхарплеер, Такита миссает, миссит Ректигон. Карчер 200 комбо, Алигриссима тоже уже по комбе бэкнулся, 300 имеет. Ну что ж, посмотрим, как у нас Ваксей отыграет второй край, сможет ли он похолдить. Еще комбо нет, не сможет миссить Ваксей. Алигриссима миссает, Карчер Флэнктюна по 300 комбо имеет. Преимущество не особо-то и большое, особенно для такой ДТшки. ДТшка всего 2 минуты врывается, Южная Корея вперед, 3000 преимущества. Карчер 500 комбо уже нахолдил, в то время как у Штатов нету комбо. Единственное, что да, Такита имеет 200 комбы, но этого мало. Посмотрите с Карчером, Карчер миссит. Такита продолжает холдить, последний край, Такита тоже миссит. 30 тысяч преимущества у нас, Ректигон 200 комбо. Преимущество за Штатами, пацаны, конечно, выходит. Ректигон 300 комбо имеет, и нету абсолютно ни у кого комбы у Южной Кореи, чтобы помешать как-то Штатам бэкнуть. И вот я так и знал, что карта может быть интересной, друзья. Это... Жесть, конечно, под конец у нас Карчер находил 600 комбы. И казалось бы, то, что Южная Корея уже подзакроет эту карту, но нет, Ректигон, Такита на месте. Один мисс у Такита, там, наверное, еще какое-то количество слайдер-брейков. Не, да, конечно, то, что Малиш эту карту закрыл на ФГ, это, конечно, да, ребят, перформанс от Малиша был довольно-таки крутым.
South Korea has the next pick, and they cannot lose another one of their own picks. They need a break point from the US, and they need to win mostly all of their own picks. Losing one of your own picks Итак, 4-2. Пока что у нас за эту игру был один брейкпоинт в самом начале, где вот неудачный был пик от Южной Кореи. И, собственно, пик Южной Кореи. Что тут есть? Есть, кстати, фримод 4. Да, к слову. Но есть и хидden 1. Есть и хидden 1. Жесть, не знаю, тут битва хосты против инвиза какая-то. Я не знаю, как описать данное противостояние по-другому. Ой-ой-ой-ой. Что же пикает у нас Карчер? Не хидden, друзья, не хидden. Это будет хард-рок. Мод тяжелого камня, еще и от маппера интересного, КТ-гестера. Ну там паттерны, конечно, да, паттерны на контроле, на флоу просто разрывные, я вам так скажу, и в хардроке эти паттерны просто смотрятся ужасающе. Но на самом деле, друзья, все-таки это не хидden. И у Штатов есть игроки, которые в хардроке в этом... Могут спокойно подзакрыть. Kama is a fantastic alt aim control player as well. USA has a very strong roster for this, and so. Блин, карта от КТ-гестера просто суперская на самом деле, мне прям очень понравилась. But you know, players like Kama, like Fire Rage, are going to be able to put up solid supporting combos, and so that means both Kokoro and Allegrisimo are going to need to. Ну, конечно, да, у Штатов Ректигон, Ваксей подобную карту должны кэрить. Но это на бумаге, посмотрим, как на деле будет. Ну, Ректигон, Ваксей, это какие-то читоблаз, да. No roster for either team yesterday, as this was not played in USA versus Australia. So another unique pick and another original. У Южной Кореи Карчер, Алегриссимо, Мамия Кокера и Врос Хайрплеер. Ну что ж. Я, кстати, не знаю, сколько у карты. Это, если что, старейт у карты в ноу-моде. То есть без мода она имеет 7,4. Мне интересно, сколько с Хэром эта карта имеет. Some ridiculous levels of aim control requirement in this, and with the way the map is done, it's very reminiscent of Gengar Ozo, which is a map. Не, ну сонгбэнгер просто жесть. Сон качает. This is one of those maps where not only do you have to be incredibly precise and very strong in your control, but you have to have some insane stamina to hit these patterns for a very long time. 2 minutes and 46 seconds for a regular map with some short breaks here and there might not be too long, but this does not let go. Ever. Does not hold back, does not give you nearly any room. Здесь, конечно, я честно, я буду в шоке, если эту карту кто-то фкшнет. В хардроке еще и на турнире. 7,9 старей, да? Ну, в принципе, средний старейт по палате. Так что... Итак, друзья, 7-я карта, пик Южная Корея. А Мамия Кокера подзавис немного. О, все, отвис. Там бы паник нажать, ну ладно. Карчер, Алегриссимо, Врос Хайрплеер. У нас и Мамия Кокера. Так, все, нажали паник.
panic button being pressed. We just need a little bit of reset, make sure all the clients are in sync. I'm not entirely sure if Егорка is fully in the lobby or not. Пока что... Да, Yeah, не... that disconnect Oh, there we go. Oh, no, client catch up. Okay. А нет, Kokoro не is here, дисконнект. and it looks like as Bancho catches up, we should be getting into the map. Ребят, Kokoro will have турнирный some solo клиент. screen time. If Kokoro actually loads in, there we go. Там Kokoro is мамия gonna steal the Кокора spotlight пока for что a bit. догоняет. Да. And hopefully, oh man. Okay. Вот совсем, man. Board is interesting, especially when you get 15 seconds into the map. The players are, you know, it's helpful for some people. Да, там ладно, это не турнирный клиент, это... You know, as you play maps, you're keeping yourself warm, you're building focus, and you're really А getting маме... sitting here in the lobby for so long, having connection У маме issues, проблемы. then finally getting those resorted in theory into an abort, potentially causing another 30 seconds, 45 seconds of delay. It really takes you out of the moment. And so players Блин, Флэнтина походу шарит за этот мем с внезапным подключением. But we do see Flying Tuna coming in to replace Kokoro. We'll have to watch that score from Tuna because that could be really big. It really hurts not having your go-to fourth player, but Tuna should be able to put up a solid sporting score on a map like these. Кстати, внезапная замена происходит. Yeah, Tuna has equally set some incredible control scores. Granted, might not be the roster move that you're expecting here. Flying Tuna having to come in quickly after a fortunate... Так, ладно, стартует у нас еще раз 7-я карта. Flying Tuna, Росхар Плеер, Легриссимо и Карчер. So still a very exciting matchup to see, even if your main fourth player is not going to be on. We already gave a good briefing on this map and how difficult this is, and У Штатов Ваксей, Ректиглон, Такита и Читабласт. Пока что у нас Штаты в полном составе факашат. Но нет, уже миссия Читабласт. Ой, пошли у нас ломаные паттерны. Фланк Тюна, Карчер миссует, Алигриссимо миссает, Росхар Плеер пока что факашат. Но, кстати, прикол-то в том, что там и Ваксей, и Читабласт, и Такита намиссали его только у Ректигона. Пока что остается ФК, и это в Росхарплеер против Ректигона. Но все-таки это, друзья, не хиден. И Ректигон с Росхарплеером еще поборется. Так, у нас стрим паттерны. Неудобный по флоу еще паттерны. И в Росхарплеер и Ректигон эти паттерны проходят. Пока что по одному ФК от каждой из команды. Конечно, тут уже очень важно будет помогать своим кэрри у нас. Что у Штатов, что у Южной Кореи. Кстати, Карчер уже 400 комбы с Флактюна имеет, миссия Ректигон. В то время как в Росхарплеер до сих пор остается с ФК. 99 аккураси. В Росхарплеер дает палки. Что он творит? To back up this full combo from worst HR players, still going strong halfway through. Фланктюна миссает Карчер, но в Росхарплеер продолжает керрить свою команду. Карта за картой. And you can see the score difference between worst HR players and everyone else in the lobby. 400k now on the full combo from worst HR player. The next best score 300k, not even from Rectigon. This is just absurd gameplay from worst HR player right now as he continues to hold this FC and close in on the coveted 500k. Да ну я не верю, что он это факашит, но это вообще бред какой-то. Так, еще стрим паттерн, жесть, конечно, в Росхарплеер. Кто не попадает под конец стрима? Но 500 тысяч плюс очков он нахалдил, и 270 тысяч очков у нас за Южной Кореей. И тут, конечно, да, тут уже, конечно, никаких аутов для камбэка у Штатов не существует, потому что камбэк ни у кого нету. И Южная Корея уже будет доигрывать эту карту. И забирать свой третий поинт в Росхарплеер. Я вообще в шоке. Charging through their glory with this one. Everyone is falling apart towards this ending stage. No score above 5 or 400k. Ректигон такие-то миссует Ваксей. Я не знаю, друзья. В Росхарплеер просто за двоих играет. Но это нечестно. 600 тысяч очков у чела.
Не, если бы он эту карту еще и ФКшнул, я бы вообще в шоке был. Ты понимаешь, я заказал 6 дней назад Парбла, и вчера вижу твой видос о Парбла. Ну, прикол в том, что если ты до этого не играл на каком-нибудь Вакоме 471 или 480, то, в принципе, ты задержку не ощутишь, скажем так. Потому что тебе не с чем сравнивать будет, понимаешь? Но все равно я бы этот планшет не брал, это вообще пиздец полный, ребят. Он за 4 играет. Да жесть, реально. Чел, походу, весь год в зале тренировался и вот пришел мстить за прошлый гранд-финал штатом, и я не знаю. Восхер плеер в какой-то нереальной зоне. Че он творит? Это просто жесть. Просто машина. Ну а с Авито тоже аккуратнее планшет покупай. 1000 раз его проверь, прежде чем деньги платить за это. ПР2 берется у нас от Ферри Рейджа. Хайсиес, карта. Тут вроде бы... Да, тут вроде бы 6,9 где-то CS у кругов, то есть круги очень маленькие. Ну и карта диска, собственно. Диско, в принципе, маппер, знаете, такой со своим запоминающимся стилем маппинга. Друзья, приветствую вас всех, уже почти 8 часов по МСК. Здравствуйте, уважаемые зрители, спасибо, что заходите на трансляцию. Не знаю, брат, вот из магнитных свитчей прям немного я щупал их, поэтому что-то определенное сказать не смогу. И, друзья, давайте хотя бы ради приличия 50 лайков добьем. Мяу. They would have picked it already. Instead, they've gone for 2 maps, the Hidden 3 and the Hard Rock 3 that were not played, which is a little bit of a gamble compared to knowing exactly what the other team can get. And so the USA can be confident that at the very least, South Korea is even on paper. At the very best, you're just hard winning this one. Но, знаете, такими темпами, если сейчас еще США выиграет, то... Бум-бум, спасибо большое. Доброе утро, судовое. Здорово. Планшет от Lenovo. Чат. Это шутка была, скорее всего. Итак, у нас на этот хардрок Ваксей, Башимен, Ректигон и Читабласт выходят, и у Южной Кореи Алигриссима, Мамия Кокера, Росхар Плеер и Карчер, друзья. Миссует у нас Башимен и Ректигон в начале. Карчера, Мамия Кокера, Алигриссима, Росхар Плеер с началом пока что более-менее справляются. Единственное, что Алигриссима, Карчер миссают и Росхар Плеер. Внезапно, да, вот не успела карта начаться, уже столько миссов. А Мамия Кокера у нас после интро единственный остался с комбой у Южной Кореи, в то время как у Штатов дела обстоят чуть получше. Башимен и Ректигон. Ой, Ректигон еще миссает. Ой, Башимен миссает. Что происходит? Дела у них получше. Ну, кстати, у Росхарплеер миссает. Ну, а Мамия Кокера, Алигриссима. Жесть, блин, а Мамия Кокера — это человек, у которого курсор пипец как трясется. Как он с этой картой, на которой все с 6,9 справляется,
я в шоке. Вы просто посмотрите повнимательнее, что у него с курсор мувментом. Это просто жесть какая-то. Но он попадает, друзья. Он попадает. South Korea, they're pushing very far ahead with those two comments from Amir Coco and Alec Grissimo, building massively. Друзья, достаем свои лупы. Both of these players, respectively. А ей Амир Кокора мешает все-таки. Но, блин, статы... Ой-ой-ой. А у Штатов, я вам так скажу, дела-то не очень хорошо обстоят. Джамп-паттерн, или Гриссимо в него попадает, и преимущество в 500 тысяч. Put him in. He is here for this Hard Rock 2. Vaxe Rectigon, who it's Allegrissimo with 600k plus on this map already, holding on to the S rank going into the last quarter конечно, of the map. перформанс от Allegrissimo 99,6 accuracy у него. From one of the South Korean players who I think has really been an up-and-comer for a long time and is finally showing off what he can do here. Does miss right after that last circle stream, but it's not going to matter. The map is already long over, and South Korea has taken it 4-4 in the grand finals versus the United States. We are tied up. Второй брейкпоинт, друзья, от Южной Кореи. Второй брейкпоинт еще сравнивается. 4-4. Блин, друзья, неужели ТБ будет? Или еще лучше, Южная Корея просто выиграет. It's not the star players, it is Allegrissimo stepping up. And this is what is so important. Осталось, дамы и господа, 4 карты. 4 карты осталось. Грубо говоря, игра резко становится best of 5. 4 карты из пиков. И 5-я, возможно, будет ТБ. Но посмотрим. На самом деле, у Штатов еще есть ДТ первый. У Штатов есть Фримод первый. А вообще, кстати, смотрите, прям все дженерики, прям, ну и все дженерики, и вся жимка уже распикана. Ну, кстати, вот Фримод 4 для Штатов еще есть, и Фримод 1. То есть и хардрок. То есть, ну, да. Но, кстати, пикает Фримод 1 все-таки Южная Корея. Не хотят пока они брать Хиден 1. Но из гиммиков еще остался Фримод 4. And then you still have incredibly strong players in Vaxe who are going to pop off on the no mod every time. But on a map like this, что, блядь, происходит тут? Возможно, история, но я, парни, я до последнего держусь, чтобы не начать хайповать. Подождите. Подождите. Рано. 4-4 еще счет. Забейте. Да, у Южной Кореи будет второй шанс. Я напоминаю, что если Соединенные Штаты эту встречу выиграют, то будет брейкет ресет, и у нас будет заново играться гранд-финал. Но если Южная Корея эту встречу выигрывает, то все, Южная Корея чемпион. Южная Корея будет чемпионом. В случае, если этот Best of 5, они выиграют. Не, конечно, да, хотелось бы, знаете, вот сейчас, короче, 6-6 счет, играется ТБ, этот ТБ выигрывают Штаты, потом брейкет ресет, счет опять 6-6, играется ТБ, и этот ТБ уже выигрывает Южная Корея. Это если такой сценарий будет, то забейте. Это лучший гранд-финал за всю историю OWO World Cup будет. То есть лучше уже не будет, забейте. Но это навряд ли будет, очень маленькая на это вероятность. Скорее всего, максимум, что мы здесь увидим, это ТБ какой-нибудь. Window Life coming in for this pick, not too surprising. Higher BBM mechanics right up Window Life's alley, and alongside Vaxe, of course, the last no-mod player for the United States. Far more comfortable on the no-mod than a lot of other mods right now is Vaxe.
Карчер, Мамия Кокера, Флэнктюн и Евростхарплеер у нас выходят на фримод, а Мамия Кокера берет себе хиден. Карчер с хардроком. В принципе, по модам, что у одной, что у другой команды ожидаемо, потому что у Штатов у нас Ректигон с хардроком и Такита в хидене. Флэнктюн, Евростхарплеер у Южной Кореи будут играть в ноу-моде. Эту карту Ваксей и Window Live будут играть также в ноу-моде. Что ж, друзья, посмотрим. 9-я карта противостояния. Счет 4-4. Что одна, что другая команда пока что борется за звание чемпиона ОВЦ. Карчер, Флэнктюн, Евростхарплеер и Мамия Кокера, вот эти вот чемпионы будут сражаться. Так, а Мамия Кокера у нас в хидене в начале где-то мисснул, в то время как Штаты в полном составе пока что начало проходит без миссов. Ну, с Акурой я не думаю, что тут какие-то проблемы будут, что у одной, что у другой команды, все-таки это дженерик. Ой-ой-ой, Флэнктюна, кстати, миссает. Ваксей, Ректигон, Такита и Window Live в первый кай входят с 4 АФК. Карчера, Мамия Кокера и Евростхарплеер пока что держат. Карчер еще миссает в хардроке. Евростхарплеер. Но моде остается единственный с фулл комбо у Южной Кореи. Пошли у нас стрим-паттерны под инструментальную часть, где Евростхарплеер и находит свой мисс. Миссит еще Мамия Кокера. И после первого кия преимущество огромнейшее у нас за США. Ректигон, Такита, Ваксей продолжают эту карту фкшить, Window Live мисснул. Но, конечно, да, сейчас по тимлиду у Штатов будет просто огромное число преимущества. Огромное число очков преимущества. 300 тысяч уже, кстати, у Штатов. Consistent. That drop from Window Life doesn't seem to have phased him at all. He's building up to 300 combo, outshining. Кстати, Флэнктюна после мисса уже 500 комбы имеет. Евростхарплеер по 300 комбы с Карчером и Мами и Кокоро. Но на самом деле, если сейчас каким-то чудом Южная Корея в полном составе будет на втором кае сейвить комбу, а Штаты на миссию, то это единственный, так сказать, выход для Южной Кореи на этой карте. Так, и пошел настройки. Ректигон, Ваксей, Такита по-прежнему эту карту фкшит. Флэнктюна миссает, теряется огромная комба у Южной Кореи. А Мамия Кокер, Евростхарплеер и Карчер пока что держит Евростхарплеер прямо перед концом второго кия миссает. Ну да, тут уже видят скоро, понимают, ой-ой-ой, на слайдере у нас Карчер миссает, а Мамия Кокер и 600 комбы в хидене. Но тут, конечно, да. Там уже и Window Live камбэкнулся у Штатов, 700 комбо он имеет. Ваксей, Ректигон эту карту продолжают закрывать на ФК. 680k on hidden for Taquito. If you're gonna pick this into them, you better be damn confident you can get like 3 million or so team score. Здесь просто Харплеерс даблтапает сидит. От безысходности, так скажем. Ваксей миссает. Жесть, пока что Ректигон в хэре эту карту на ФК закрывает. Стрим-паттерн. Ректигон, 1500 комбы. Че, неужели Ректигон закроет на ФК? Еще один стрим-паттерн, дропает немного аккураси, но в целом ФКшит. Так, концовка третьего кия. 1600 комбо Ректигон, жесть. Да, тут, конечно, вообще без шансов. И Ректигон последние джамп-паттерны. Ректигон все-таки под конец миссает. Но сумасшедший перформанс у нас от Ректигона. Больше 1 000 000 очков он себе нафармил. Жесть, конечно. Неплохо, неплохо сыграно от Ректигона. 4-5. 4-5 и пик за Штатами. Что-то мне подсказывает, что это будет либо ДТ-1,
либо фримод 4. Что вот такое, я думаю, будет. Хотя, блин, а смысл пикать фримод 4 против Южной Кореи? Хотя, наверное, в модах смысл как раз-таки. Ну, хз. И 5-4. Третий брейкпоинт у нас в этом противостоянии. Остается у нас первый. Кстати, первый хардрол еще есть. Ну, в принципе, джампики на первом ноумоде остались, технарь на четвертом ноумоде. Джампы в хидене остались, джампы в хардроке остались, хай BPM джампы в ДТ. Короче, одни ямакарты остались. Ну и альтик со сложным флоу на фримод 4. Хэридин. Все-таки Фэридж берет? Ну, не знаю, тут прям, что не карта для США, в принципе, неплохо, кроме четвертого и второго, то есть кроме четвертого ноумода и четвертого фримода, все правильно. Не, просто я видел то, что... Я знаю, да, типа, это нормальная тема, когда люди двумя клавишами слайдер зажимают. Просто вроде как он по одиночным паттернам тоже уже доболтапать начал. Не знаю, может, не показалось. Здесь 40 BPM джампы с короткими стримами. Ну, кстати, под конец прям есть и лонги вроде как. Такие нормальные. Ну, относительно лонги, то есть это не даст стрим прямо. Но 10-15 вроде там присутствуют. Здравый видос будет по ОВЦ, да, естественно. Я вот сейчас закончится гранд-финал, я пойду сценарий напишу как раз. Ну или отдохну пойду, не знаю, подумаю. Но на next неделе точно сценарий и видос будет уже. Ну я же написал, типа, в следующем году, не знаю, постараюсь сделать на каникулах у школьников. То есть, ну и на выходных, в принципе, у людей. Постараюсь вот как-то к этому числу. Там я еще хочу видос по Текину сделать. Там Текен 8 выходит в 26 января. Тоже хочу сделать. Довольно-таки полезные видосы, в принципе, людям, которые любят сложные игры, там по типу Айвана игр, по типу Осу и ритм игр других. Файтинги — это тоже такая, знаете, стезя, где нужно контролить фреймы и прочее. То есть такая прикольная тема. Так, ну у нас тем временем 10-я карта, друзья. Пик штатов. Хардрок 1. И Южная Корея у нас. Карчер, Алегриссима, Мамия Кокора, Евросский хардплеер. У штатов у нас Ректигон, Текита, Ваксей и Кама. Пока что обе команды начала отыгрывают без миссов. Но вот и первый от Южной Кореи, а Мамия Кокора у нас миссает. Но миссает и Ваксей. С Камой, кстати, Читоблас также миссает, но опять же в размен миссает Евросский хардплеер. Остается у нас по 2 пока что от одной, что от другой команды. Карчер, Алегриссима против Ректигон, Текита. Пока что Текита, кстати, карту СС. Прикольная инструментальная тема этого сонга, мне прям очень нравится. Прям топчик.
A little bit of a combo advantage for the United States on those supporting combos for И Vaxei пока and что у Kama. нас And the accuracy actually very, very good. два for both of these ФК. teams. Что There от goes одной, Kama, что от though. другой So команды. a little bit of that Миссает у combo back нас towards South Korea Чита at the Бласт, но moment. также We're миссает just Мамия all eyes Кокера, on миссает top row Вродская right Плеер, now, миссает though. Ваксей. Star player Пока что Vaxei с этой will drop картой as well. стабильно Mamiya Kokoro, the справляются only supporting по combo. два That игрока от traded каждой back из as команд. well. And honestly, all these Тем trades самым don't matter интрига, in the face of a trade from сохраняется Taquito. There goes пиздец one of the full какая, combos друзья. for the United States. Those are the drops that you really look for to Половина decide карты a уже map like прошла, this when it is Легрисима close. Карчер продолжает When the фкачить supporting против players keep Ректигона и trading those Такита. combos away. It's the FCs that Кама matter миссает. most. And one of Чита them Бласт down to the миссает. Но United пока States что now Южная is Корея Carter вырывается вперед, но это преимущество не особо большое, потому что первый мисс от основных игроков из обоих команд будет критическим. Кстати, миссит Ректигон. А, там и Такита мисснул. Там мисснул Такита. А у Южной Кореи там на два ФК больше. Не остается у нас ФК у Штатов. И Карчер и Легрисима. Эту карту продолжают фкашить с пошива стрим паттерны. Карчер и Легрисима. 97 аккуратно у Легрисима. 98,7 у Карчера. Вродская Плеер миссает, но Мамия Кокера саппортит у нас Карчеру и Легрисима. Ваксей 500 комбо уже находил, миссает Чита Бласт. Мисснул там еще и Такита. Ректигон 300 комбо имеет. Карчер и Легрисима продолжают эту карту фкашить. Миссает Легрисима, миссает Мамия Кокера, но Карчер. Карчер 400 тысяч преимущества у нас за Южной Кореей. Карчер 1200 комбо, 98,5 аккураси. Один из лучших южнокорейских игроков в хардроке показывает, что в этом моде он силен. Да, Ваксей бэкнулся, но этого мало. Этого мало для Штатов. Очень сильно у нас сыграли два южнокорейских игрока, профкашив больше половины карты. Да, мисснул Легрисима, но Карчер довел дело до конца, фкашнув карту. И, конечно, да, друзья, я даже не заметил, как Такита мисснул. Серьезно, я думал, они 2 в 2 идут. Но я увидел мисс от Ректигона, и я такой, ой-ой-ой, типа, когда Ректигон миссает в хардроке, то шансов у Штатов становится меньше. Потому что все-таки это их основной игрок в этом моде. То есть вот если касаемо хардрока, да, то есть что у Штатов, что у Южной Кореи, есть прям человек, который выделяется в этом моде. У Южной Кореи это Карчер, у Штатов это Ректигоныч. Да, и в этом противостоянии Карчер был посильнее. И, друзья, четвертый, дамы и господа, у нас брейкпоинт. Best of 3. Осталось 2 карты. 2 карты осталось. 2 карты осталось буквально. И пик Южной Кореи, пожалуйста, Южная Корея. Но мод 4 или фримод 4, Христа ради. Ну, Вродская Плеер в соло эти карты разнесет. Друзья, это сценарий, я не знаю, что это за говно. ДТ4 было? Да, брат, ДТ4 было. Друзья, йоу, 100 зрителей, пацаны, жесть, проснулись, улыбнулись. Привет, ребят, всем здорово. Не забывайте ставить лайк на трансляцию. Типа, прям какая-то историческая фигня творится. Пока что чем-то даже напоминает Гранд Финал 2020 года. Ну хотя там в роли... Ну хотя нет, тут Южная Корея тоже, как и Германия, в роли догоняющих играет. Давайте, 100 зрителей, 100 лайков. Как раз перфекционизм, пацаны. Итак, осталось, кстати, из пиков у нас 5 карт.
5 карт на 2 пика. И задумалась у нас Южная Корея над пиком. Если... Я говорю, тут нужно либо на мод 4, либо фримод 4 брать, я не знаю. То есть, да, конечно, можно поиграть Hidden 1, кстати, еще, да, вот остался, но это аимка. Но это аимка, это... Эта карта не требует такого скилла Хиддена, как, допустим, Hidden 2. Но опять же, для Южной Кореи уже любой Hidden за БС. Но мод 4. Но мод 4 от Южной Кореи. Да, либо на мод 4, либо фримод 4, как я, собственно, и желал для Южной Кореи. Только у меня есть подозрение, что Штаты захотят сыграть ДТ-1. И это, возможно, друзья, будет ТБ. Если сейчас Южная Корея заберет... Если сейчас Южная Корея заберет поинт, то это, возможно, будет ТБ. Жесть. ТБ еще на таком сочном сонге. Это ж просто... Это ж просто крутотень будет, я не знаю. Visual structure to the sliders in the second half, but there are some difficult stream sections in this map too. This is not just pure slider tech like you're used to seeing in the No Mod 4 slot. There is that higher BPM burst mechanics test going on in this map, especially about halfway through. Kind of coincidentally within one. Почему докатанов в состав не взяли? Не знаю. То есть, если в Штатах система отборов идет так же, как в России, условно, да, то, ну, получается, не прошел. Фу, друзья. Ой. Так близко к ТБ мы еще не были за последние 2 года, ребят. Технарь со старейтом в ноумоде почти 8 звезд. Жесть. В России отбор главный, с кем ты дружишь. And so there's a lot of pressure on Vaxei to carry on this map. If you can't repeat that insane 750,000 score on the No Mod 5, which is, to be honest, very likely, we could see South Korea just run away with this one with better team scores. All they need is one combo, whether it's Южная Корея, Karcher, Фланктюна, Алигриссимо, Бросхарплеер, Штаты, Ваксей, Читобласт, какие-то Ректигон. Последний пик Южной Кореи. Что ж, посмотрим, как они его сыграют. Пока что, поначалу у нас Штаты намисали. Миснула Читобласт, миснул Ректигон. Но это начало карты. Карта, кстати-то и не особо длинная, я вам так скажу. 2 минуты 10 секунд. Так, и пошел у нас первый кай, Карчер миссает, Фланктюна, Алигриссимо, Бросхарплеер. Пока что первый кай, ой, как хорошо отыгрывают, продолжает холдить, Бросхарплеер миссает, но миссит Ректигон. У Штатов какие-то еще миснул, остается у Южной Кореи 2 ФК против одного Ваксея. Против одного Ваксея Южная Корея остается. Миссия такие-то, Алигриссимо, Фланктюна продолжает холдить, Фланктюна 70, Фланктюна 95% аккураси, миссия Алигриссимо, Фланктюна и Ваксей остались комбой. Карчер уже, кстати, 300 комбы нахолдил, такие-то. И Ректигон пока что без комбы, не получается у них нахолдить, но, кстати, не, у Ректигон 300 комбы, там миснул где-то Фланктюна. Штаты 20 тысяч преимущества, Ваксей продолжает карту ФКшить. Да ну, Ваксей в соло, серьезно. Но там Бросхарплеер 400 комбо имеет, Карчер 400 комбо. У Штатов Ректигону. Ректигон имеет 400 комбо и саппортом Ваксею. Пока что преимущество по комбе за Штатами.
Осталась 1/4 карта. Ваксей 1000 комбо. Ваксей продолжает карту ФКшить. Жесть. Ваксей провисает! Стрельба! Ректигон, что-то бласт и Такита пока что держит. Также мисснула карту. Росхарплеер 600 комбо. Пошел последний дроп. Росхарплеер 700 комбо. Ректигон также 600 комбо имеет. Миссит у нас Такита. Миссит Ректигон. Что-то бласт 500 комбо. Остается еще комбо от штатов. Конец карты. Росхарплеер 800 комбо имеет. До сих пор продолжаем. Этот 5 закрывает. Но этого не хватит. It's just not enough. United States will take the break point on South Korea's last pick. И да. If you gave South Korea just a little bit more time, a little bit of time for Worst HR player to build, that could have flipped in an instant. But USA Не смогли южнокорейцы на технаре выиграть. И буквально в одной карте у нас штаты от того, чтобы выиграть на этом матче и во втором матче уже отыграть на чемпионство. Но в то же время Южная Корея еще сохраняет шансы за собой. Одна карта у нас, друзья, остается. Если ее Южная Корея выигрывает, у нас будет ТБ. И вот что интересно пикнут штаты. Выбор невелик. Первый ноумод — джампы. Второй ноумод — джампы. Третий ноумод — хай BPM — джампы. И фримод четвертый — это у нас флоуим карты. Вот мне кажется, что это реально ДТ-1 какой-то будет. Хз. Но могут и ноумод первый взять, не знаю. Но ничего-то это как-то слишком рискованно ноумод первый брать, мне кажется. Но опять же, блин, а что не рискованно? А вот фримод четвертый не рискованно, считает Ферри Рэч. Вспоминает он, наверное, в этот момент то, как Ваксей эту карту на ФК закрыл. Но посмотрим, получится ли у Ваксея второй раз данный трюк повторить. Но, опять же, понимаете, это карта. Это карты и как бы для Кореи норм. Но, с другой стороны, и США неплохо эту карту играют, поэтому противостояние на этой карте может быть довольно-таки равным, я вам так скажу. Не, сейчас судьба в любом случае не решится. Сейчас судьба в любом случае не решится, потому что если сейчас выиграют штаты, будет брейк и ресет. То есть этот матч будет играться заново. Потому что у Южной Кореи нету ни одного поражения, и поскольку они с верхней сетки, они имеют право на луз, как и любая другая команда. Поэтому этот матч, в случае победы штатов на этой карте, будет играться заново, абсолютно заново. И вот уже в следующем матче, ну если он, конечно, будет, там уже да. Там уже будет решаться, кто будет чемпионом. Но если Южная Корея выигрывает, то вот все будет решаться на ТБ. И вот там реально будет момент судьбоносный. But we'll find out what those mods are in a second. I think it will be worst HR player on the hidden with. Что ж, друзья, последняя карта. Последняя карта в данном матче. Ну, из пикнутых последняя карта. Будет ли ТБ, или же будет брекет ресет? Будет зависеть от результата этой карты. Так, и Росхарплеер берет себе хиден. Карчер у нас с хардроком. Флангтюна Легрисиба. Будет играть эту карту в новом моде. У штатов у нас Такита. Хиден, Ректигон, хардрок, Ваксей, Читобласт. У нас будет играть эту карту в новом моде. На самом деле, пока что прям финал 2020 года против Германии напоминает.
Там тоже Германия в роли догоняющих играла, и вроде как последнюю карту Германия забрала и перевела дело в ТБ. Но в отличие от Германии, у Южной Кореи будет второй шанс. Воспользуются они или нет, это уже как бы под вопросом. Ректигон, кстати, миссает в хардроке, Карчер. Также миссит и по 3 ФК. А нет, стоп, не по 3 ФК, там что-то Бласт мисснул. И Южная Корея вырывается вперед на первом кае. Так, пока что в Росхарплеер идеально с картой Хида не справляется, но его оппонент по моду, он же Такита, также хорошо эту карту проходит. 99 аккурси у него, даже чуть больше, чем у Росхарплеера. Но пока что... Пока лидирует Южная Корея. Посмотрим, насколько долго это будет продолжаться. Ректигон миссит в хардроке, также миссит и Карчер в каре. Миссит что-то будет, миссит Максей. Миссит Максей, флеймтюна миссает. В ответ, но на одно ФК по-прежнему больше. Алигрисима на самом деле довольно-таки хорошую игру демонстрирует в сегодняшней встрече. Это просто жесть. Ой. Но бывает. И остается у нас Такита против Росхарплеера. Росхарплеер против Такита. Жесть, конечно, мясорубка будет под конец карты. 900 камы что у одного, что у другого. Жесть. 60 тысяч преимуществ смогла у нас Южная Корея после второго кая заработать. South Korea could secure tiebreaker. We might see Vanitas as long as как же близко мы к этому ТБ, друзья. Пока что все в руках Росхарплеера. Такита оставляет шансы за Штатами на этой карте. Но самые сложные паттерны, друзья, еще впереди. И мало того, что самые сложные паттерны впереди, так еще эти паттерны в Росхарплеере Такита будет играть в хидене. Пошла инструментальная часть, 1-2 паттерны. Такита в Росхарплеер продолжает эти паттерны. ФКшники, кто же из них первее миснет? Пока что оба справляются. Так, пошли у нас бёрстики. Ну там, кстати, что-то Бласт с Максием бэкнулись, по 500 камбы имеет, но, в Росхарплеере есть флеймтюна, который так 600 камбы держит, но все-таки по камбе у нас выигрывают Штаты, 4000 преимущества уже. Такита продолжает карты в хиде не покажет, флеймтюна, саппортит нас Росхарплееру. Что-то Бласт, Максей. Преимущество минимальное, все-таки Росхарплеер оказался первым, кто-то миссит, и Такита пока что эту карту в хиде не закрывает эти паттерны, нет, все-таки он миссит, но преимущество уже огромное за Штаты. Нет, брейки ресет, друзья, еще одну карту мы с вами посмотрим. Жесть! Вот это концовка, конечно. In the first round of Grand Finals, the closest Grands we've seen in a few years now between the United States and South Korea. This was a back and forth match with break. Друзья, это брейкет ресет, друзья. Будет еще один матч, поскольку Штаты у нас лузер сетки. А Южная Корея с верхней сетки. У Южной Кореи есть право за поражением. Поэтому еще один матч будет, друзья, как минимум. Ну, как минимум все уже. Когда он будет? А я не знаю, по идее, должен сейчас стартануть. По идее. То есть, ну, всегда, типа, матч сейчас стартует. Ну, должен. When it came down to the wire, it was Takeda who showed up on the hidden to put USA through. Ну, сложно сказать насчет того, что история повторяется. Если смотреть строго по результатам, то есть, то нифига она не повторяется. США, я напомню, в 22 году они просто без шансов вынесли Южную Корею на первом матче. Тут же игра была абсолютно ровной. Перформанс от Росхарплеера просто какой-то запредельный. Да и команду в Росхарплеера отыгрывает на уровне. Что Карчер в хардроке, что Алигрисима, что флеймтюна. Типа, забейте. Абсолютно разные матчи по уровню игры, друзья. Друзья, 8 часов, 1,5 часа мы уже смотрим с вами этот матч. Кто зрители, ребят, всем привет. Не забывайте ставить лайк на трансляцию. Можно 100 добить, кстати. Ну что ж, первая игра была довольно-таки интересной.
И с каждым годом Южная Корея все ближе и ближе. Все ближе и ближе к тому, чтобы одолеть Штаты. I think we're gonna stay with a relatively close match here between the teams and maybe a couple shakeups. Да, скорее всего, сейчас сейчас будет играться вторая игра. Сейчас будет играться вторая игра данного противостояния. More so than the ban strategy, maybe we see the DT3 and DT2 ban swap for South Korea. I think we're going to see a lot more change-ups in the pick strategy for this teams as we kind of get down to the wire and the map pool starts to get smaller and smaller for what kinds of maps these teams can actually pick from. Там буквально перерыв, наверное, минут 5 будет, где-то 10. South Korea taking 2 breakpoints in a row against the United States on what was known to be one of their better, more known strengths in this. That's going to be a really exciting prospect. Whether or not Hard Rock will be a considered pick for either team. На самом деле, если Корея будет так же хорошо играть, как... Ну, мне кажется, сейчас Штаты как раз-таки подбанят второй хиден. Что-то вот пока что второй хиден... 3 минуты, ребят. 3 минуты, 2 минуты. Напоминаю, друзья, что вы можете... Че, друзья, давайте тогда это... Я вот хотел спросить у вас, как вам видос, который вышел недавно у меня? Понравился? Норм? Типа пойдет? Упс. Так. Пока на паузу нажму. Ага. У меня браузер залагал. Секунду. Так, друзья, меня слышно? Друзья, меня слышно? Так, друзья, меня слышно? Так, да, меня слышно, заебись. Все какие-то у меня с компьютером, друзья, проблемы небольшие, бывает. Сейчас врублю для вас... Сейчас, по идее, матч должен стартануть. This is it. This is bracket reset in Grand Finals. The playing field is completely even. Both these teams have all the information they need going into the end, going into the final match of the year. The biggest match of the year for... Да, кстати, 5 лайков всего до сотки осталось. FGSK легенда полотенце. Тут есть такой моментик. И, друзья, финальная игра этого ОВЦ, дамы и господа. Defending their #1 qualifier seed against the 5-time defending world champions in the United States on the blue side this time around. Will we finally get a new world champion? Or will the United States just take it again? We're gonna find out shortly. This is what it all comes down to. As you said, Dio, this is it. There is nothing more. Now is the time to perform. Now is the time to put up your big scores. And now is the time to prove that you are the best country in the world. And that's what each of these players is going to be trying to do. I would love to... Фух, ну, на самом деле... Конечно, лучше бы было бы, если бы Южная Корея выиграла первую свою игру, и я бы пошел спать, но нет. Посмотрим мы еще Осу, Лучше был бы ТБ. Полностью с тобой согласен. Армилеч. Фух, друзья, даже не верится, что
Даже не верится, что этот месяц кастов плотный заканчивается понемногу. Так, друзья, и погнали. Nomad 2 ban pretty likely to stay for South Korea with how close that Fremod 2 was. And you know, we're talking about either Nomad 2 versus Fremod 2 or DT2 versus DT3 specifically because you cannot ban two maps from the exact same mod pool except if you're banning Nomad maps. So in the United States, probably going to keep the same double ban of Nomad 3, Nomad 5. South Korea, however, cannot just double ban DT2, DT3, as I think they would probably... Сыграли, кстати, команды друг с другом. Мне кажется, баны у нас изменятся все-таки. First бан берет Амамия Кокора и ДТ2 с имбана в очередной раз, кстати. Но мод даже не меняют баны. Но мод 3, но мод 5 у нас банится в очередной раз. И что, и совсем никаких, ну и но мод 2 от Южной Кореи, да? То есть решают, то есть вообще никак не менять стратегию. То есть все же думают, что вроде на Hidden 2 не проперло. Tournament version that you see here in the ultra difficulty and a champion version, the unnerfed original draft of the map, which is far harder and way higher spaced on basically everything. So go check that one out. It is super cool. Что-то как-то долго. In the meantime, though, I think just waiting for that Nomad 2 ban to come out. They seem to be deliberating. Не знаю, может они думают, что лучше второй фримод подбанить и сыграть самим второй ноумод, который пикнет у нас Штаты. Но посмотрим, в прошлый раз у нас Южная Корея банила второй ноумод. Ну, кстати, фримод второй Южная Корея даже неплохо сыграла, поэтому я не думаю, что они прямо его банить хотят. Или захотят. Не знаю. Ну, мод 2, да. Все-таки баны остаются неизменными, не знаю. То есть я честно даже... Я, честно, даже не знаю, как это комментировать. То есть Штаты считают, что... Ну, Штаты, видимо, думают, что Hidden 2 это не такая проблема. They gave up the breakpoint on R176, that free mod 3. They have some maps that they won quite comfortably, and they're going to need to switch it up this time around. I don't think... Ну, это странно, на самом деле, если честно. Probably not worth the risk. Even if you think you can do better, save it for later on. It's not necessary to... Ну, не знаю, может, действительно бояться, что в Росхайрплеер на подобных гиммиках, которые Штаты банят, может какой-то сверхперформанс выдать. Хотя, в принципе, и на Hidden 2 ему не мешает это делать. Не знаю, может считать, что просто на втором Hidden им не проперло. Да, это уже матч на победителя турнира. Все верно. Парни, 3 человека осталось до 100 лайков. Давайте, пацаны. Оу, нифига себе. Чё? Чего? Вот так вот Южная Корея открывает эту встречу и просто берет пик, который брала США в прошлой встрече. Жесть, что?
when you're going into a bracket reset, usually you expect the team who lost to pick into the maps they won first and maybe save one for later on into the match if it was very close, like we saw in the previous one. But I don't think you really ever expect. Не, ну справедливости ради, Южная Корея ДТ-4 неплохо отыграла. Almost every time if they play it again. So this is South Korea saying that was a low roll. Всем привет, ничего не пропустил? Ну, по итогу ничего. По итогу ничего, брат. Все нормально. Now, I have to defend this pick from South Korea. Yes, they lost it by 39,000, but notably, the United States. Ну а чё это первая игра? Там даже ТБ не было. Ну ладно, игра была крутой, справедливости ради. 1.75 million. Those are two fairly consistent scores. So for South Korea, you generally have a pretty good idea that this is around what the USA is going to get. You know, it's not a low roll, it's not a high roll. This is just consistently what the USA gets. And so if South Korea feels like they low rolled, they go, okay, we low rolled. We know the US is getting roughly 1.7 to 1.9 Так, у нас пока что... that score 7 times out of 10. And that's just a great pick for South Korea if that's the case. But the expectation is, of course, that they did low roll it last time. If we see a 1.7 again come out from them, Блин, не знаю даже, вот честно. a very underwhelming pick for Мне кажется, Скарлетт Роуз это какая-то слишком рандомная карта. То есть все миссуют, все много миссуют, там максимум 1-2 игрока потом эту карту под 500к закрывают. То есть и прям сложно сказать, кто на этой карте выиграет. Ну, конечно, да, все же у Штатов, мне кажется, преимущество на этой карте. Все-таки они ее получше играют. Но посмотрим. Or will South Korea pull it off this time around? Let's go. Ladies and gentlemen, this match, all chips into this. Kicking it off with Scarlet Rose. On paper, quite a brave one, as USA were favored to win this before, but this is the time where South Korea go all guns blazing. Погнали. Scarlet Rose to start this one off. Пока что старт у Южной Кореи получит, там в Аксе 89 аккураси. Не вписался он в паттерны. Ой, в Аксе еще раз миссы. Это Южная Корея в полном составе. Ну не фкшит, но как минимум довольно-таки неплохо держится в полном составе. Так, и первый кия. Пока что у нас Алигиссимо фланктюна эту карту фкшит. Миссает что-то Бласта, Ректигон. Единственный у Штатов, кто эту карту пока что осиливает. Алигиссимо миссает Ректигон. Миссает что-то Бласт, миссает Текита. Южная Корея вырывается вперед. На 100 тысяч очков. И фланктюна! Ты чего? Жесть, дед вспомнил, как играть. Фланктюна... А нет, стоп, Фланктюна миссил перед паузой. Ой-ой-ой. А в Аксе 500 комбо уже имеет. Вот вначале намисал, уже пятихату находил. Блин, да жесть, повторяется у нас прошлая карта. То же самое было на прошлой игре, где в Аксе также. Ну ладно, не так же, там немного другой мисс в Аксе был. Но тоже где-то на 500-600 комбо миснул. И Южная Корея камбэкала. И вот сейчас нету комбы. США, Южная Корея, Роскар Плеер. 500 комбы имеет Роскар Плеер. Пока что точно все команду. Последний кей. 600 комбы Роскар Плеера. Нету комбы у Штатов. Единственное, что в Аксе имеет 400 комбо. Роскар Плеер писает, но на самом деле довольно-таки много очков. Он всей команде на кону фокусируется, закачается. Там очень много намислили. У Штатов в Аксе. Нет, все-таки в Аксе миссил. Если бы в Аксе опять свою команду затащил, They're able to take it by less than 90k. Но нет, Южная Корея в этот раз Южная Корея забирает ДТ-4. Both times that it was played, and South Korea reading it right. The confidence pick working out here on Scarlet Rose. Вот так вот. Oh my God. Мне кажется, они такие, блин, да нам просто не повезло в прошлый раз. Но на самом деле тут уже в Роскар Плеер. Если в прошлый раз у нас Карчер довольно-таки неплохо эту карту отыграл, там 600 плюс комбо имел, то в этот раз в Роскар Плеер. Роскар Плеер затащил. Итак, пик Штатов. Ну, скорее всего, ДТ-3.
now they found that win. Of course, there are going to be more maps that go differently than the previous match, but South Korea is laying the groundwork to win it this time around. The United States have the next Скорее pick, всего, and, DT3 I сейчас think Штаты this one's пикнут. pretty obvious. Fremont 2, DT3, take the order. It doesn't matter. It's just going to be 2 USA picks, and they're very good on both of them. But we did see Штаты South Korea put на up some этом very good пике Fremont вообще 2 без scores. шансов. В прошлый раз закрыли Южную Корею. Я думаю, ничего не изменится, если сейчас Штаты пикнет DT3, они его выиграют 100%. Ну да. Блин, эту карту даже неинтересно смотреть будет, потому что если DT4 было плюс-минус равный, что в прошлом матче, что в этом, то DT3, что в прошлый раз, что в этот, это просто будет развал от Штатов. Absolutely massive for USA. It was 778k in their favor, which even with the DT mod multiplier is huge. The overall team score for South Korea was barely over 1 million team scores. So this was almost a double. Не, конечно, перформанс от Window Live был просто таким неплохим, я вам скажу. Он там по 99, что ли, эту карту закрыл. Да и в принципе, да, вот третий даблтайм, игроки, конечно, игроков, конечно, у Южной Кореи прям на этот даблтайм нету. Но вдруг у кого-то шеринган откроется у южнокорейцев, и они эту карту внезапно нормально закроют, но навряд ли, навряд ли. Поку, поку, поку. In Akari being canon last boss being 146k apart between the two teams. This is the pick that secures a point for the United States, puts them on the board, and keeps the match tied up to start things off. Good luck, have fun in the chat, and this is the pick that South Korea is not going to worry too much about. This is a pick they expect to lose. They're going to go in, Итак, and they're going to put up the best scores they can. кто-то раньше в далекие времена фармил эту карту в хардроке. Ныне же подобная карта играется в даблтайме. Как быстро летит время, не устану это повторять. Ой, ладно, стартует, друзья, у нас с вами. Вторая карта, пик Штатов. Nobody on the United States to break at the start of the Фланкина map в начале мешает. Accuracy for Karcher is insane right now, but it's being Кстати, да, в этот раз у Карчера как-то хорошо карта идет. Что удивительно. At the start of the map here with the accuracy, but not going to matter with the combo drops early on for Flying Tuna and Arestia. Но посмотрим, насколько эта аккурс долго продержится. Лектигон, кстати, мешает. Мания, Покер, Ристи и Карчер пока что держит. По 3 ФК, что одна, что другой команды. Стрим-паттерны, а Мания Покера дропает очень много аккуратности. Ристи. Ну нет, все. There go Karcher and Amamiya Kokoro though, and now this is starting to look like what we saw last time around. And unlike on the previous map, I don't think there's going to be any Wrath God casting for this one. The misses are all one-sided. Только Ристи засейвился комбу, а Мания Покера аж 92 аккурси. With the full combos still intact, and there's just not anything that South Korea can do. Restia does have a pretty big combo himself, but there's just not too much you can do when the rest of your team is struggling to put together supporting combos. There goes Restia now in the middle of the map, very middle of the map as well. So that is the biggest drop possible. You do see comma drop in time, but it's Woodchi to continue on with the last full combo in the lobby. Big support from no longer Rectigon. Window Life with a little bit of support there. Woodchi will drop as well. It's only Carter to drop from the side of Korea. And now, I don't think there's any worth continuing on here. Flying Tuna has combo, but this leads. А чё Фланктюна это? Yeah, we're going into the guitar solo section. The question now is whether Window Life and Window Life can hit this section in absolute style. The hardest part of the map, biggest number of time come through, and it won't be the case. In fact, all 3 of them are to go down. Ну блин, ну одного Фланктюна мало будет. Да, Фланктюна 1000 комбы. Ладно, а чё перформанс ему Фланктюны? Ай, всё. Промазал он по двойке. Ну, кстати, не такой развал кабинетов за счет скоров Фланктюна, на самом-то деле. И, ну, Южная Корея, да даже DT3 хорошо сыграла, будем честны. По сравнению с прошлым разом, сейчас Южная Корея получше смотрится. 1-1.
Ну, ребят, знаете, наверное, ДТ3 это единственная карта, на которой прям у Южной Кореи вообще шансов нету. Будем честны. То есть, мне кажется, перформанс, который сейчас Южная Корея вообще выдавила из себя, это лучше, мне кажется, они уже не сыграют. Хз, вот есть у меня такое предположение. Можете, конечно, со мной поспорить. Но я думаю, вы не будете. Итак, друзья, 1-1. Пик Южной Кореи. Ну что, попробует, интересно, корейцы еще раз третий фримод поиграть? Или же просто Hidden 2 сейчас возьмут? Не, ну конечно, очень много было карт, где прям не везло на некоторых модах и штатам, и Южной Корее, поэтому довольно-таки интересный будет и Break-It Reset. I really expected either the Hidden 2 or Hidden 3 as a first pick, so would not be surprised at all to see them pick into that. Ну, это посчитать надо, Рейс, типа я не особо за этим следил. Hidden 3. Ну да, кстати, Южная Корея в прошлый раз тоже Hidden открывала с третьего Hidden, а потом брала второй. Что ж, посмотрим, как сейчас у нас Южная Корея Hidden играет. В прошлый раз было довольно-таки неплохо в исполнении от Росхарплеера. И Мами Кокоры прям было замечательно смотреть на игру Южной Кореи. Meant that the relatively high top 3 scores from the USA in 500k, 500k, and 475k are really, really scary when you look at overall team. Хватило бы тюни, думаете, камбы? Ну окей. Really dependent on worst HR player continuing to pop off, and in the second half of Grand Finals, during that first bout, we really saw a lot of the rest of South Korea stepping up in his place. We saw worst HR player start to take a bit of a back. Ну, кстати, на прошлом фримоде, на четвертом, да, на котором, собственно, пик решился, там прям такая плотная заруба была между Росхарплеером и Такита в Хидене. Что-то, мне кажется, Такита уже подразыгрался неплохо, но... И в Росхарплеер не пальцем деланный молодой человек, и умеет он удивлять публику своим скиллом. Picks early on as much as they can for worst HR player. Then, as they run out of worst HR player maps later on into the match, we don't see those massive carry performances quite as much, but for the time being, Speed player. The Hard Rock 3 Open, that's where you're going to see worst HR player shine. And what is so nice for South Korea this time is they have Amamiya Kokoro. Flying Tuna, it looks like we're getting Flying Tuna in the lobby over... Okay. Over, man, I'm not sure who else would. Итак, у нас стартует, друзья, третья карта. Пик Южной Кореи. Что-то Бластер, Тигон, Такита и Ваксе будут играть этот хиден. У Южной Кореи у нас Карчера, Мамия Кокора и Фланктюна с Росхарплеером. Посмотрим, сможет ли Штаты отыграться за эту карту за прошлый раз. Или же все-таки Южная Корея в очередной раз продемонстрирует, что она на этом хидене сильнее. Миссия, кстати, у нас в начале где-то Карчер. Стрим паттерны начальные, пока что обе команды их идеально отыгрывают, и вот нет, все-таки первый мисс от что-то Бласта, но миссует и в Росхарплеер. What the fuck? И остается по 3 ФК от каждой из команд.
Karcher with a super duper early break, literally the first few patterns of the Ой, map. фланктюна мисает. Ректигон, Ваксей, Такита в первый. Кай входит с фулл-комбо. Посмотрим, насколько долго они. Это комбо продержит, Ваксей мисридает, миссает у нас Ваксей. Но там мисснул и фланктюна, и Амамия Кокора в соло. Остался уже, не остался с комбой. Миссает, кстати, Такита. Ректигон. Ректигон. Единственный в мультиплеере остается у нас с ФК. 98 аккураси у Ректигона, и первый дроп пока что отлично проходит. Амамия миссает, фланктюна миссает, но в Росхарпер, кстати, находил уже 600 комбы, миссает Чипобласт. Там, кстати, у Такита СБ был. This could get really, really dicey. If Rectigon always was a child player are to drop very, very soon and the other holds, this could flip immediately in each team's favor. Да, после первого кия прям очень много нахолдил у нас Юта. Росхарплеер, конечно, красава, камбэкнулся с Карчером, но этого может и не хватить. Да и не хватит, скорее всего, для камбэка. Миссает у нас Кама, миссает Такита, но Ректигон продолжает эту карту в хида не факашить, жесть Ректигон. Ваксей миссает, фланктюна, миссает Амамия Кокора, все-таки миссает Ректигон. Но Росхарплеер продолжает эту карту. Ну не факашить, в начале мисснул, но еще комбо у него уже. Интересно, хватит ли Росхарплееру даже не хватит. Ну не хватило бы, скорее всего, там Карчер, кстати, 800 комбо даже имеет преимущество, прекращается стрим-паттерн. Карчер проиграл эти паттерны, но этого не хватило. Жесть, если бы Росхарплеер не мисснул, то счет был бы 2-1, но нет, у нас миссает в Росхарплеер, он даже не миссает, он 2 СБ сделал, бедолага. Ну, Ректигон, конечно, тут на своих плечах могучих вытащил Штаты. 1100 комбы у нас Ректигон нахолдил, жесть. Ну и да, все-таки этот матч пока что кардинально отличается от того, что мы с вами видели в первый раз. ДТ-4 забирает Южная Корея, Хидden 3 забирают Штаты, и да, пока что не знаешь, что и ожидать далее, если честно. Quite speedy pick in the pool at 245 BPM speed tech, and to our surprise, South Korea looked quite good on it. They only lost to the USA by Меня хуже слышно. it was about 150,000. So yes, it's still a USA favored pick, but we've seen that if South Korea gets a high roll, they can свойства. put up a good score. Да нет, у меня на сотку стоит. Все нормально. So forget free mod 2, forget the heavy tapping. Но We're getting right into no mod 4. могу себя погромче еще сделать вот так вот. Final pick of the last match, and if you guys remember, it was a USA win, but not by much. It was just under 200,000, and this is another very coin flippy pick. This one was largely off the back of Vaxei, who continues to put up insane scores on this pick. I think Не надо громче. can find one person to match Ребят, вам не угодишь, пацаны, если честно. Likely going to expect that to be worst HR player. They can take this point. And I will correct a little bit. This was even closer than you said, iFlame. This was a score difference of 50k in the previous match. I mean, we've seen South Korea pick the DT4, which they lost by, what, 39k in the first match, and win it here against the United States. Now, the United States picking a map they won by only 50k as their second pick. And honestly, I'm here for it. These are some spicy picks. Но, кстати, вот именно данная карта была последним пиком Южной Кореи, и вот сейчас ее берут Штаты. Видимо, поверили в себя. Что ж, посмотрим. Посмотрим, получится ли у них второй раз эту карту подзакрыть. Middle scores for Rectigon and Kama over Flying Tuna and Karcher. But again, the cumulative team score difference is 50k. So one slider break, one miss can make all the difference on a map like this.
And we have seen 40% уже для вас громко. some of these players in grand finals drop ridiculous scores Но on this map before as в прошлом well. матче выиграла США, потому что если бы выиграла Южная Корея, то Южная Корея была бы чемпионом ОВЦ. With the United States out in front by several 100,000 points. So let's see if that vaccine can show up once again for the United States and secure a 3-1 lead, or whether South Korea can bring up the average or can find that pop-off on worst HR player and tie us up 2-2 once again in this map. Let's see, and last time around, don't forget, it was worst HR player with the only S rank on the map. It was one slider break, and that slider break could very easily be the difference here. 222 BPM, some really ridiculous. Стартует у нас четвертая карта, пик штатов. Still are difficult in the second half, but a bit of a change in mapping style with far more of a mechanics focus, more aim, more Такие-то Читобласты, Ректигон и Ваксе у нас будут играть. Это Технарь у Южной Кореи. Алигрисима, Карчер, Фланктун и Брос Хардплеер. Ой-ой-ой, опять у нас, как и на прошлой карте, в начале что-то бласт миссает. Миссует Такие-то, кстати. Южная Корея пока что в полном составе. ФКшит пошел у нас первый Кай. Миссит Ректигон, миссит что-то бласт, Воскар Плеер миссит Карчер. Боксей остается у нас с ФК, в то время как у Южной Кореи Алигрисима и Фланктюна эту карту ФКшит. То, что у Воскара Плеера будет саппорт комба, Фланктюне и Алигрисима, я в этом не сомневаюсь, но сомневаюсь в том, что они оба додержат комбу до конца карты. Миссит, кстати, уже Фланктюна, Алигрисима против Ваксея. Оба эту карту пока что отлично отыгрывают. Огромное количество комбы имеют за плечами. Преимущество не особо большое у нас за Южной Кореей. 70 тысяч. Миссает у нас Фланктюна в очередной раз. Карчер, кстати, с Воскара Плеером камбэкнулись у нас по комбе. Алигрисима продолжает эту карту. ФКшит 700 комбо, Алигрисима, да, не очень аккураси у него относительно Ваксе, но все равно саппорт комба пока что помощнее. У Южной Кореи Воскар Плеер уже 400 комбы имеет. Ваксей продолжает эту карту. ФКшит оставляет шансы штатам. Ваксей 97 аккураси. Жесть, неужели он эту карту закроет на ФК? Алигрисима 900 комбы. Противовес Ваксею у Южной Кореи имеется. 500 комбы уже у Карчера и у Воскар Плеера осталось буквально немножко до конца карты. Алигрисима миссует на этих паттернах, а Ваксей на этот раз эти паттерны ФКшит. Ой-ой-ой. Сейчас... Ой, Ваксей миссают в начале первого дропа на миссует и Карчер. А Воскар Плеер 700 комбы имеет, но там, кстати, Ректигон тоже бэкается в игру. 500 комбы он имеет, конец карты. Воскар Плеер миссает, а вот Ректигон эти паттерны ФКшит. И... Неужели Южная Корея закроет? Да, Южная Корея выиграла. Жесть. 2-2, друзья, вот это противостояние. I thought it would be worst HR player trying to match back, but this time around it is Allegrisimo. Starting from the second half. Алигрисима. Прям игру жизни играет. Жесть там у Читобласта и у Такие-то карта не пошла от слова совсем. Такие-то 16 миссов, 94 аккураси, 300 комбы. И у Читобласта не все очень хорошо, да. Тут, конечно, игра была на Ваксе и Ректигоне, но... В общем, Южная Корея сыграла гораздо стабильнее. И 2-2, друзья, счет. Абсолютно равная игра. Настолько равная, что люди просто забирают свои пики. Ну, точнее, люди забирают брейкпоинт. Просто вот пикает Южная Корея, этот пик забирает США. Пикает США, этот пик забирает Южная Корея. Хотя на самом деле четвертый ноумод Южная Корея довольно-таки хорошо играет. Что, в принципе, и в прошлый раз было видно. Но вот не повезло немного Южной Корее. Так бы, если бы эту карту выиграли в прошлом матче, мы бы, возможно, уже ТБ смотрели. Заканчивали смотреть ТБ. Но нет.
Жесть, какой же на самом деле будет плотный ТБ, учитывая то, как в Росхайрплееры, карчеры, в принципе, хорошо играют консистенси мапы. О, думал, не успею. Но вообще, это уже второй матч, брейкет ресет. Да, брейкет ресет, Штаты выиграли 7-5 первую. Штаты выиграли 7-5 первую. И поэтому, да, поэтому брейкет ресет. Так что, считай, практически ничего не пропустил. Игра, друзья, только начинается, пацаны. Если вы только подключились, игра только начинается. Ну нет, я бы не сказал, что тут прям от одного игрока решается. Тут и Алигриссимо в начале, типа прям, ну, очень много сделал. Потом мисснул, и преимущество-то было не очень большим. Но в Росхайрплеер по своих миссов там находил 700 комбы, и в принципе... Да и Флейктюна тоже довольно-таки хорошо отыгрывал. Я бы не сказал, что тут прям на одном игроке игра лежит. Брейкет ресет, смотри, поскольку Южная Корея вышла с винеров, а Штаты с лузеров, то у Южной Кореи есть еще право на луз. За ними остается. Если этот луз происходит в гранд-финале, то играется брейкет ресет. Итак, Хиден второй. Ну, тут очевидно предпочтение все-таки я больше отдаю Южной Корее на этой карте. Но вот удивят ли Штаты? Удивят ли Штаты? Да нет, ни фигня, в принципе, все честно. Зачем тогда винер и луз сетка, если... типа, Южная Корея, типа, ни разу не проигрывала. Брейкет ресет не играется при случае сингл elimination. Типа, и это правильно. Проигрываешь, вылетаешь с турнира. Тут же есть, типа, у каждой команды есть шанс на проигрыш. Один. Поэтому я считаю, что это довольно-таки справедливая система. Carry player that's ready to pop off. Here we go though into replica. Will this be the worst HR player show or will we get a third breakpoint? Итак, Хиден второй. Ферри Рейдж, Бошимен, Такита и Ваксей на этот Хиден выходит в прошлый раз. В прошлый раз Штаты не очень хорошо этот Хиден отыграли, но то, как отыграл у нас Амамия Кокора и в Росхайрплеер этот Хиден, это, конечно, было заглядение. Миссит нас вначале Амамия Кокора. А вот Штаты получше начинают эту карту, хотя вот Такита мисс, Ваксей мисс, но Бошмен, Ферри Рейдж пока что начало норм отыгрывают, но в Росхайрплеер... Да ладно! Гений мисснул! No way! И Флейктюна пока что единственный в команде Южной Кореи, кто эту карту фкшит, в то время как у Штатов Ферри Рейдж и Бошмен. On the side of the rest of the United States, you've got Takedo with 200 combo. Vaxay may drop, but it's still decent. Миссит Ферри Рейдж теряется. Ой, Бошимен миссит, это Флейктюна и в Росхайрплеер. Пока что холдят. Ой, не, Флейктюна миссает. Но на самом деле, учитывая скилл в Росхайрплеера, я думаю, он еще бэкнет у нас Южную Корею из этой ситуации. Амамия Кокора тоже уже довольно-таки неплохо как бы имеет. Относительно лобби, естественно. Ой, Амамия Кокора миссает. И Такита миссает Ферри Рейдж. Росхайрплеер пока что холдит. Ристия миссает. 28 тысяч преимущества за Штатами. Минимальное преимущество. Там Бошимен с Ваксем тоже бэкнулись по комбе. 200 комбо имеет. Росхайрплеер миссает. Как-то у Росхайрплеера похуже эта карта идет относительно прошлого раза. И вот за счет этого у нас Штаты пока что лидируют на 40 тысяч очков. Ваксей 400 комбо имеет. Флейктюна также
300 комбо. Пока что плюс-минус равно. То карта у нас команды играют. Маме Кокер флэнгтюном миссают, а вот Ферри Рейдж, Боши Мэн и Ваксей пока что халдят. Миссает Боши. Ферри Рейдж, Ваксей. Ой-ой-ой-ой-ой, там Ристия, Маме Кокера намиссали. Что происходит на брейке 30? Я не понимаю. Миссает Ферри Рейдж. Бродскар плеер миссает. Жесть, как же Бродскар плееру не везет. Ваксей. Now up above 600 combo for the United States, and worst HR player just not having Нету комбы у Южной Кореи, Ваксей 700 комбо имеет, все-таки Ваксей миссает, но очень много перформанса. Очень много очков. Он своей команде нахалдил. Ну, кстати, преимущество сокращается, типа 100 тысяч это... Ну, как-то длинная, да, типа это много, но отыгрываемо. А вот если... Отыгрываемо, если никто у Южной Кореи под конец миссать не будет, а поскольку Ристия в Росхайрплеер намиссали, 1/4 карта осталась. Ой-ой-ой, а Маме Кокера 300 комбы, треугольники, а Маме Кокера попадает в треугольники. Ой, Маме Кокера миссает. 90 тысяч преимущества у нас за Штатами. The ending of this map is still the hardest part. It is very chain missable. Do we see USA drop chain misses and the score go over? Нету комбы у Штатов. 90 тысяч очков в Росхайрплеер. Ну мало у него комбы, мало комбы в Росхайрплеера, чтобы перевернуть исход на этой встрече. Ой, еще и Ристия очень много миссов делает. Очень много скоро Ристия теряет из-за этих миссов, флэнгтюна миссает. Росхайрплеер, конечно, красава, что все эти паттерны ФКшнул, но этого не хватит Южной Корее. Жесть. Какая же равная игра? Что происходит? Вот на прошлом матче Южная Корея просто развалила США в щепки на этой карте. Сейчас же Штаты отыграли гораздо лучше. И Ваксей, конечно, перформанс нормас выдал. 744 комбо, 97 аккураси. Ну, конечно, да, в Росхайрплееру тут немного не повезло, скажем так. And it is nerve-wracking for all of these players. You can see, I think, the frustration settling in with worst HR player just a little bit into that second half of the map. You saw пик Штатов. Но мне кажется, Штаты сейчас фримод 4 возьмут. Take a breather and just focus on the next map, one map at a time. Yeah, it's a rough part of the bracket reset now for South Korea. Что значит кончилась стамина? Там 120 BPM альтернейт. From the first set to the second, because in the first half of the Grand Finals that we saw between South Korea and the United States, that first matchup in Grand Finals, worst HR player was an absolute demon. I mean, а нет, кстати, фримод первый. Ну, кстати, фримод первый Штаты очень сильно отыграли в прошлый раз. Worst HR player, yeah, did top score the DT4, but has been having trouble since, has not been able to replicate the types of performances that we saw from him on some of the maps where he needed to, like the Hidden 3 and this Hidden 2 now. And unfortunately, it's led to a couple of breakpoints for the United States. They are going to pick this free mod 1, and this was an absolutely dominating win for the United States in the first bout of Grand Finals. An over 900k score difference. South Korea picked this, and it backfired hard in the first bout of Grand Finals. USA say, thank you very much. We'll take that pick for ourselves and use it against you in the bracket reset. Yeah, it was an absolute bloodbath last time around. There was just no high combos on the side of the South Korea. Things fell apart pretty much from the beginning. And in the meantime, you had Rectigon with the casual Hard Rock FC. You had каждый раз into the halfway point of the map, and the USA have когда слышишь Тоха Музло, аж на сердце приятно становится. South Korea's score was nowhere close, and they're going to need a monumental improvement into this map if they want any chance
Итак, но знаете, учитывая то, какой разный перформанс выдают игроки на тех же картах, складывается ощущение, что ну реально все что угодно может произойти. Итак, по модам. У Штатов у нас Ректигон, Какие-то Хиден, Карчер, Хардрок, у Южной Кореи и Хиден о маме Кокора. Ну и в номоде у нас у Штатов Какие, Лайф, у Южной Кореи ПРОСьБой и Флэнктюна. Что ж, 6-я карта, пик Штатов. Так, сейчас, секундочку. Так, ну и пока что Штаты безошибочно начинают. Но Южная Корея не отстает. В принципе, преимущество в нуле, что одна, что другая команда. Пока что безошибочно миссит, кстати, Window Life у Штатов. Так, и Южная Корея в первый кей в полном составе входит с ФК. Но на самом деле то, как отыгрывает эту карту Ректигон и Ваксей Такита. Кстати, Ректигон миссает, но миснул и Карчер. 2 хэр-тащера у нас миссают. Флэнктюна, маме Кокора и ПРОСьБой пока что ФКшит, мишит Ваксей. Такита в Хидене остался в соло с ФК. Миснул ПРОСьБой в ноу-моде. Миссит Window Life. И пока что только Такита остается у нас в ФК, в то время как у Южной Кореи маме Кокора, Флэнктюна по 700 комбы. Mame Kokora was the top scorer for South Korea when they played this Маме match against the United States in the previous bout of Grand Finals. 98 аккураси в Хидене. Довольно-таки неплохой перформанс. На этот раз пока что посильнее выглядит Южная Корея. Да блин, что происходит? Какая же непредсказуемая игра, я вам так скажу. Надо быть лютым лудоманом, чтобы на это поставить. Ректигон, Ваксей и Window Life. Ой-ой-ой, очень большая комба теряется только что от Такита. И маме Кокора с Флэнктюной ко второму кею подходят с комбой. С очень большой комбой. Преимущество уже больше 100 тысяч. Карчер ПРОСьБой саппортит у нас Флэнктюне маме Кокора, который фкшит эту карту. 97 аккураси у маме Кокора, Флэнктюна в одном месте миссает, жесть. Но там на подхвате Карчер с ПРОСьБой, поэтому то преимущество, которое они находили, пока что будет стоять на месте. Карчер миссает! Почти у нас 3 паттерна, ПРОСьБой остается один у нас с комбой. Внезапно Ваксей, Window Life, 700-600 комбо. Преимущество пока что по комбе за Штатами. И 100 тысяч преимущества у нас за Южной Кореей. Посмотрим, смогут ли у нас Штаты отыграть. Но для этого нужно Ваксей и Window Life безошибочно отыграть концовку. Смогут ли они это интересно сделать? Мы это сейчас с вами узнаем. Пошел последний кей. Ваксей, Window Life по 700 комбы имеют. ПРОСьБой пока что холдит. Да, преимущество сокращается, но... Ай-яй-яй, Карчер миссит, но миссит Ректигон в хардроке. Такита уже 500 комбо имеет. Флэнктюна, маме Кокора после своих миссов по 300 имеет. Ой, миссит Window Life, миссает по стриму. И 50 тысяч пока что за Южную Корею, но там у Такита комбы побольше, чем у Флэнктюна. Такита миссает в Хидене. ПРОСьБой 900 комбо против Ваксея сражается. Последние паттерны. И сейчас на самом деле любой мисс может зарешать.
Карчер уже 200 комбы находил в хардроке. 500 комбо от Флэнктюна. Да, там Мамия Кокора в хида не мисснул, но пока что 500 комбо от Флэнктюна и 1000 комбы от Бросхайрплеера. И конечные уже паттерны, джампы. Карчер миссит Мамия Кокора. 60 тысяч преимущества за Южной Кореей. Все-таки смог Бросхайрплеер дотащить свою команду. Невероятный перформанс от Мамии Кокора и Флэнктюны. До второго киа они держали оба ФК, в то время как Штаты посыпались и не смогли, так сказать, закрепиться с какой-либо комбой. Да, конечно, перформанс от Ваксея... Перформанс от Ваксея сумасшедший. 98,8 макросе, 1 СБ. Не повезло у нас Ваксею. Но, как говорится, везет сильнейшим, друзья. It's four breakpoints in a row, gentlemen. Цифра, которая показывается под командами, там типа вот третье место и первое место у Южной Кореи и Штатов, это цифра, то есть это место, которое на отборах было. И 3-3, друзья, счет. Flips on wins across the board, hidden 3, hidden 2, going the way of the United States when they were won in dominating fashion by South Korea the first time around. Но, конечно, да, у Штатов еще остается фримод второй. Но, знаете, даже на самом деле, мне кажется, тут, ну вот реально... Тут у кого нормально полетит, тот и выиграл. Да, понимаю, звучит это банально, но просто прикол в том, что не полететь может что у одних, что у других. И от этого как бы... И от этого как бы никто не застрахован от того, что типа просто тебя намесать может кто-нибудь. То есть что одни, что другие. То есть, если бы на месте Южной Кореи или на месте Штатов была бы другая команда, то там бы гораздо все плачевнее было. Вроде как этот хардрок у нас забрала Южная Корея в прошлом матче. Посмотрим, сможет ли Южная Корея повторить результат. Пока что брейкпоинт за брейкпоинтом, друзья. Вроде бы это уже 4-й брейкпоинт подряд, если мне память не изменяет. Да, карта КТГстера это тоже своего рода отдельный вид искусства. То огромное количество ломаных паттернов, огромное количество фингер-контроля, и что-то тоже паттерны ломаны, там еще и флоу у объектов просто сумасшедший. Бросхайрплеер на этом хардроке в прошлый раз продемонстрировал какой-то невероятный перформанс. Посмотрим, получится ли у него повторить свой результат. Хотя, конечно, повторить подобное, что Бросхайрплеер сотворил, это будет довольно-таки серьезной заявкой. Что такое брейкпоинт? То есть это когда, допустим, Южная Корея пикает карту, и эту карту забирает США. То есть, когда пикающая команда проигрывает на своем пике, условно, даже так можно объяснить. Итак, седьмая карта. Седьмая карта. Пик Южная Корея. Четобласт, Текита, Ваксей и Виктигон у Соединенных Штатов. У Южной Кореи у нас Мамия Кокора, Карчер, Алигриссима и Бросхайрплеер. Миссит у нас в начале Виктигон в хардроке. Миссит Алигриссима в размен, миссит Текита, миссит Карчер. Бросхайрплеер и Мамия Кокора пока что начало хорошо проходит, но также хорошо это начало проходит и Четобласт и Ваксей у Штатов. По 2 ФК от каждой из команд. 99,5 аккурат
аккураси в рост хардплеера. Жесть. Только, конечно, в рост хардплеер подобные карты играют так. Стрим-паттерны, Ваксей, Читобласт, пока что халдят. Довольно-таки важно эти стрим-паттерны фкшнуть. И Читобласт мислит Ваксей. Ваксей эти паттерны прошел. Но у Южной Кореи, мами Кокера в рост хардплеер. Эти паттерны фкшнули, в то время как Такие-то и Ректигон у Штатов по 300 комбо имеют. Пошли у нас фингер-контроль паттерны. Миссит Ваксей, миссит Читобласт, миссит Алигриссимая мания Кокера у Южной Кореи, но в неужели он первый киай профкашит в очередной раз? Ну там Ректигон, кстати, собрался. И он разобрался, Ректигон резко. Да ну нафиг, в Росхардплеер, хватит это делать! Я в шоке, он во второй раз это повторяет, это ж просто инсейн! У нас хардплеер, 1000 комбо, ты куда летишь? In the entire rest of the lobby, he's the only one who can really truly pop off on this map. And he's gonna make full advantage of it when people call that for a map. This is what the hell they're talking about. The rest of the lobby is falling apart. Vaxay's the only hardplayer. Even fight. Consider on, but worst a child player is blowing the world away. The world is watching. Ой-ой-ой-ой-ой, 99 аккураси учил. Maybe of the tournament. Последний киай в Росхардплеер, 1500 комбы. 99 аккураси, что творит этот южнокорейский игрок? Это просто шок какой-то. Он аимит, он контролит. Неужели это прокачивает? Что это за перформанс? Ты чего? Combo for worst day child player. This is truly the pinnacle of performances. Да ну нафиг, как он это сделал в 99 аккураси? Мания Кокера пишет чил. This is way better of a score than even the Hard Rock FC on Blue Zenith. We've seen well over вот хардплеер. Никнейм себе придумал человек, конечно. Ё-моё. Это просто жесть какая-то. То, что мы с вами только что увидели, это точно, это, я не знаю, это человек-хайлайт. Блу Зенит, действительно, вот правильно вспомнили комментатор, но я тоже в башке держал. Блу Зенит в хардроке ФКшнул, единственный скор показал. Тут, и эта карта посложнее, как мне кажется, будет Блу Зенита. Ой-ой-ой. Жесть, конечно, этот хайлайт. Худший, да, худший хайр игрок. Охуительный никнейм. Жесть. В очередной раз в Росхардплеер просто в хардроке какие-то невероятные скоры ставит прямо на турике. Да, мне кажется, это плюс мотивации сейчас для Южной Кореи. Жесть, конечно. Этот игрок, что в 2022 году удивлял, что в этом году продолжает удивлять. Так, но тем самым пикается потенциальный пик от Штатов, который я уже давно говорил, что нужно бы пикнуть, но пикается эта карта только сейчас. И это, друзья, у нас Фримод 2. Фримод 2. Это, друзья, у нас Жимка. Жимка во Фримоде. Второй год чел отмачивает. Да, это жесть какая. Это просто... У меня нет слов других. Существительные, прилагательные глаголы уже просто все, они вышли из чата. Что это за звуки? Я один это слышал? Или вы тоже? It was not even 200k I flame. It was 142,000 score, the difference between these two teams on this map last time around.
Are you gonna change your name? Да, кстати. Это действительно. Это вроде уведомление на подписку на Бусти. Кто-то подписался, и не знаю, что у меня это уведомление работает. Юки 0101 подписался на Бусти. Спасибо огромное. Спасибо. Каждый год с друзьями, но в этот раз ты прям, Валыч, по таймингу зашел. Не знаю, но Вросхэр-плеер просто заслужил быть чемпионом ОВЦ, я не знаю. Такие приколы выдавать на ОВЦ далеко не каждый может. Это просто жесть какая-то, ё-моё. У меня аж башка заболела, когда я это увидел. Вообще в шоке. Мне очень интересно, где Спектр. Он, наверное, как и Ферри Рейдж, просто капитанит, и все. Карты там ставит. Фух. Ладно, все. Все, хватит. Было и было. Погнали дальше. Игра еще не закончилась, друзья. Пик штатов. Фингер-контроль 245 BPM. С лонг-стримами под конец. Ректигон, Текита по-прежнему у нас играет. Хиден, Window Life, Вудси у нас будут играть в ноу-моде. Южная Корея у нас Иристия, Хиден. Иристия, ноу-мод, фланктюна, хардрок, Хиден. И Карчер решает эту карту поиграть в ноу-моде. Что ж, посмотрим. Изменили пики немного у нас корейцы. Посмотрим, как это на итоговый результат повлияет. Ой, миссит у нас фланктюна, но... Хотел сказать, что кто-то мисснул у Штатов, но нет, у Штатов никто не миссит. У Штатов продолжают все отыгрывать идеально. 99,8 аккураси у Вудси. После интрухи, ай-яй-яй, вот он работает. Ну что, Window Life? Не, на самом деле в ноу-моде довольно-таки тяжело мисснуть, учитывая то, насколько офигенно Window Life жмет в принципе. Но Текита, Window Life и Ректигон продолжают тут карту фкшить, да, пока что преимущество по КБ у нас за Штатами. Фланктюна там в Хиден Хардроке борется с картой, и пока что у него неплохо получается. Миссит Текита в Хидене, Ристия в Хидене, пока что 800 комбо. Карчер 900 комбо, на самом деле. Отлично, Карчер эти стримы отыгрывает. Миссит Ректигон теряет очень много преимущества у нас за счет этих миссов от Ректигона. Штаты миссит Фланктюна в Хиден Хардроке. Ристия, Карчер продолжает фкашить. Но там вот Window Life, который это фкашит 99,6, жесть. 60 тысяч очков, не так много на самом деле. Осталась еще одна третья карта. Вудси 500 комбо после мисса находил. Window Life 1300 комбо, продолжает он тащить свою команду. Ректигон 300 комбо в Хардроке. 97,5 аккураси. Преимущество на самом деле минимальное. Если Ристи и Карчер продолжат так тащить свою команду, то, возможно, мы увидим и камбэк в исполнении Южной Кореи на этой карте. 1400 комбы у Window Live по-прежнему. Жесть, Window Live, конечно, эту карту отыгрывает. 99,7 аккураси у него. Так, пока что слово пад, но по комбе лидирует у нас Южная Корея. Фланктюна в очередной раз миссает. Танчит Фланктюна этот хардрок для того, чтобы Карчер эту карту в ноу-моде на ФК закрыл. Довольно-таки офигительное решение от Южной Кореи по итогу. И вот уже преимущество за Южной Кореей немного, но там Window Life, Южная Корея вырывается вперед, и все Карчер. 1700 КБ обоих. И Южная Корея все-таки камбэкает, не удержал Window Life ФК, и по итогу это очередной поинт для Южной Кореи, друзья, брейкпоинт, жесть! Take the strategy that worked so incredibly perfect, exactly as planned. Textbook stuff. South Korea get the biggest breakpoint of the match by far. That is Блин, на самом деле, вот знаете, from South Korea on the free mod. Я думаю, штатам пофиг, да, но вот как на самом деле тяжело, наверное, быть по КД чемпионом. Когда такие уже люди, знаете, типа говорят такие, ой, бля, да пускай бы они проебали. Но все-таки
Пока что к этому близко. Еще 2 карты нужно выиграть. Жесть! Люди просыпаются на историю. Люди просыпаются на то, что будут учить в учебниках на истории. Привет, 160 зрителей, ребят. Всем здорово. Не забывайте поставить лайк трансляции. Если вам нравится, конечно, то, что делаю. Спасибо огромное, что пришли, ребят. Всем доброе утро. Ну и добрый день у кого, кто с Востока. Throughout the rest of this match, Hard Rock 1 and Hard Rock 2, they have to find one of those wins this time around. They need to step up. Their backs against the wall. But ТБ хайп. Не хочу ТБ. Вот на самом деле, респект ТБ и так сыграют, но это слишком рискованно. Пока что очень близко к тому Южная Корея, чтобы стать чемпионом, чтобы вернуть то господство, которое у Южной Кореи было когда-то в далекие времена. Но об этом рано говорить, ребят. Рано. Тише. Хардрок 2 у нас вроде как пикается или что-то, вот Карчер Хард 2 написал. На самом деле для Южной Кореи тут карта... Ну вот Хард 2 в прошлый раз Южная Корея действительно хорошо сыграла. But this is, this was a big lead for South Korea when they picked this. 630k for Amamiya Kokoro. Друзья, не знаю, я с самого начала ОВЦ говорил, что Южная Корея тут ОВЦ выиграет. Not quite as dominant as what we've seen, for example, on the DT3 from USA, where all 4 members are better than even the best score from South Korea. But this is a pretty dominant pick, all things considered, for South Korea if you look at the last match. So this is going to be one where the USA really needs something magical to happen here. Avoid going down a match point. Я говорил, что Казахстан выиграет, не судьба. Or if we can see Karcher or worst HR player find the magic themselves and hold combo through the middle section of the map where those circle streams don't exist, that's where you can start to see some really big pop-offs for a lot of these players. Because the hardest parts of this map are really those circle pentagon streams at the very start and about 3/4 of the way through the map. So if you can combo everything... Так, что-то у нас как-то долго... Не пикается следующая карта. Вот, да, все-таки Хэр 2. Ну как, там типа Карчер написал Хэр 2, но что-то долговато она не пикалась. Не, ну каменщик в Казахстане это тупо база. Пломбир, ниже. Нормально. Надеюсь, у пацанов в следующем году что-нибудь да получится. Against Australia off the back of Rectigon, absolutely popping off with 99.28 accuracy, so we know 4 капельщика реально и топ-1 на ВЦ готов. Так, получается просто... Ладно, не буду ничего говорить. Я хотел сказать, просто на шахту нужно сходить и набрать там игроков на ОВЦ. Но тупая шутка, тупая. Ну, друзья, я не проснулся еще, чтобы юморить. Я по-прежнему, это сколько уже стрим идет, друзья? Этот гранд-финал уже идет часа 2 где-то, да? Жесть. The United States will have a fantastic door back into this one. We should get the players back into the lobby shortly. It is going to be a Karcher. Да, каменщик красава. Так я, когда Казахстан только начинал играть первые игры, говорил, что каменщик легенда. Просто я его очень часто вижу на различных картах в топах. Это просто пиздец, какие он карты играет.
not necessarily your standard Hard Rock 2 map. There are 0 objects in the middle. На самом деле, знаете, вот казалось бы, да, в прошлый раз этот Хэр 2 выиграла Южная Корея. Но это настолько рандомно, но не то, что Южная Корея рандомно выиграла, а в принципе то, как играются карты от команд. То есть вот буквально вроде бы 4 пика, где типа выигрывала Южная Корея в прошлый раз, на этих 4 пиках выиграла США. И вот то же самое вот на этих 4 пиках, где, точнее на 2 пиках, где выигрывала Южная Корея в прошлый раз, выиграла США в этой встрече уже. А там, где выигрывал США, выиграла Южная Корея. То есть я к этому говорю, что тут может все что угодно произойти, друзья. Но пока что это у нас с вами 9-я карта. В шаге от матчпоинта у нас Южная Корея и гарантированно играть ТБ. Но пока что по первым паттернам у нас Южная Корея как-то не справляется. Но Бошимен после интро у нас остается единственный в мультиплеере с ФК эссесает у нас эти паттерны. Бошимен, как говорится, берет игру в свои руки. Мисс это мамия Кокера. Но я не знаю, с тряской мамией Кокеры, это удивительно, что он вообще по кругам попадает. Миссит, кстати, Бошимен. И Штаты вырываются вперед. Там Читабласт, Ректигон и Ваксей пока что держит ФК. Миссит Карчер, миссит Алигриссимо, Вросхэр Плеер пока что халдит, миссит Ваксей. И все, преимущество уже не уходит в сторону Штатов. У нас Ректигон против Вросхэр Плеера. Миссит Читабласт, миссит Боши. А мамия Кокера уже 200 комбы находил. Миссит Вросхэр Плеер, довольно-таки важный мисс от Южной Кореи. И 200 тысяч преимущества у нас за Штатами. I believe it's just up to Rectagon now to hold on to these combos. The break is shown. Information is shared. The USA know what they have to close out. Rectagon. Идеальная игра от Ректигона в хардроке. В то время как у Карчера что-то этот хардрок вообще не пошел. Ректигон все-таки миссает. Но нету комбы у Южной Кореи, чтобы это выиграть. И 4-й поинт уходит в копилку Штатам. Вот это про то, что я говорил, да? С одной стороны, вот Алигриссимо просто какой-то сумасшедший перформанс в прошлый раз выдал. Сейчас 3 сотки, 9 миссов, 100 комбо. Очень нестабильно играют. Очень нестабильно играют уже данный пул. Но оно не удивительно, друзья. Когда у пула в среднем старейт 7,8 вроде бы, или 7,6, то довольно-таки тяжело это стабильно играть. То есть, в принципе, то, что Вросхэр Плеер сделал на 3-м хардроке, это такой, окей, типа, как ты это сделал. То есть, он, наоборот, еще улучшил свой результат. Типа, повторить... и так уже прыгнуть выше головы, и потом еще это повторить, и прыгнуть выше 2 голов, это, конечно, такое редко встречаешь. ТБ хайп. Сценарий, пацаны, сценарий. Блин, а прикиньте, Южная Корея из этой ситуации 7-5 опять проиграет. Вот же обидно было. О, нет, конечно. Даже ТБ не поиграют. Жалко будет, жалко. Ну ладно, на самом деле, вот как-то обходит стороной у нас фримод 3-й штат, и мне кажется, вот смотрят они в сторону фримодов дальше, вот. Ну, у нас на фримоде 3-м пошло в прошлый раз, может его пикнуть. Ну, а еще есть, кстати, Хэр-1. Хэр-1 еще присутствует. Нет, фримод 4-й пикается от Ферри Рейджа. Ну, пока что у США на фримоде 4-м 100% винрейт. У Австралии они выиграли на фримоде 4-м, и Южной Кореи выиграли буквально час назад. Ну ладно, не час назад, где-то полчаса назад. То есть, когда вот первый матч был, до брейки 3 сета, выиграла у нас... выиграла США, да, США выиграла. То есть США против Австралии выиграла, и против Южной Кореи у нас выиграла этот фримод. Посмотрим. Сможет ли Вросхэр Плеер в Хидене продемонстрировать такой же крутой перформанс, который он проявился в прошлый раз. Но, кстати, там и Такита, если что. Такита-то лучший перформанс был в мультиплеере, напоминаю. В Хидене прям очень круто, что Вросхэр Плеер, что Такита эту карту отыграли в прошлый раз.
5 поинтов отдали, чтобы обиднее было. Но, видимо, не хотят брать, что одни, что другие просто ДТ, они его игнорируют. Типа, ну, просто не хотят, и все. Типа, ну, там не жим, братан, там джампы, понимаешь? То есть, одно дело делать пальчиками быстро, другое дело по графическому планшету или мышкой водить по экрану. Это как бы разные немножко вещи. Поэтому и не пикают у нас штаты ДТ-1 пока что. Возможно, они его еще возьмут. Но поживем увидим. Пока что у нас Южная Корея буквально в 2 шагах от чемпионства. А США на этой карте могут, в принципе, счеты сравнять. И вот опять у нас будет ситуация, где будет играться Best of 3. Либо за ТБ, либо за чемпионство уже. Вот тут посмотрим, как будет. В пуле остались только коин-флип мапы. Но, учитывая скилл обоих команд, тут не коин-флип карта, уважаемый зритель. Это только ДТ-3. Это только ДТ-3, не коин-флип. Все остальное это коин-флип полнейший. Что? Вот опять же, вот сколько карт, которые, типа, сыграла Южная Корея и выиграла, забрала США на этом матче, столько же карт и Южная Корея забрала у США, которые в прошлый раз они выиграли. Поэтому тут что-то гарантированного прям, что для одной, что другой команды очень мало. Это вот одна карта вот прям гарантированная, которая была, ДТ-3. Итак, на этом флимоде у нас Ректигон, Хэр, Такие-то Хиден, Ваксей, Ноумод. О, нифига себе, посмотрите геймплей у Читобласта. Не прогрузились ноты. Хиден В2. Жесть, США вермоднула. Ладно. Кстати, у нас Flying Tuna берет хардрок Хиден, Карчер в ноумоде, Алигриссимо в ноумоде и в Росхар Плеер в Хидене. Кстати, мисснул вроде как у нас в Росхар Плеер в Хидене, в то время как Ваксей и Такита на первый KI заходят с фулл комбо. Алигриссимо единственный у Южной Кореи, кто эту карту пока что фкшит. Читобласт и Ректигон по 200 комбы оба имеют. Да, конечно, тут игра будет на Алигриссимо держаться пока что. Фланктюна как-то очень тяжело ему танчить Хиден хардрок. В то время как Ваксей Такита эту карту пока что фкшит. Ой, пошли у нас паттерны жесткие. Росхар Плеер пока что холдит. Посмотрим, насколько долго у него удастся это делать. Такита в Хидене миссает. Не повторит он тот скор, который он выдал в прошлый раз, но Ваксей. Вот у Ваксей есть шанс повторить то, что он против Австралии уже нет шанса накаркал, пацаны. Так, Читобласт, 600 комбы. Но Ректигон, кстати, Читобласт бэкнули в игру, по 500 комбо оба имеют, в то время как Росхар Плеер 700, Алигриссимо 900. Преимущество меньше 100 тысяч, друзья. Here we go into the last third of the map. 93,000 score lead for the United States, but combo advantage for South Korea. Allegrisimo is going to see this combo lead is all on his shoulders. Not going to matter too much. The combo for worst HR player and Karcher matching the combos from Kama and Росхар Плеер, Алигриссимо пока что держит. Здесь, конечно, играет Алигриссимо, просто игру жизни человек играет. Карчер 600 комбо уже имеет, преимущество сокращается, потому что по комбе у нас выигрывает Южная Корея. Ну и, конечно, сейчас будут паттерны очень веселые, и посмотрим, сколько у нас по итогу комбы, что одной, что другой командой останется. Карчер, Алигриссимо, 1-2 паттерны. Карчер миссает, Росхар Плеер, Алигриссимо пока что держится. Флантюна миссает, Ректигон и Читобласт. Эти паттерны пока что проходят и не дают нас Южной Корее за счет комбы комбэкнуться. Алигриссимо миссает, Ректигон в ответ. Росхар Плеер с Хиденом, 1000 комбы остается. Но там Ваксей и там Читобласт, Такита,
которые не дадут уже камбэкнуться у нас. Южная Корея, преимущество увеличивается за Штаты. Миссит еще раз флайктюна, Росхар Плеер, 1100 комбы, Читабласт, 1100 комбы, Ваксей и Такита, 700-600 комбо. И нет, все-таки счет опять будет равным. Росхар Плеер еще миссает. И, друзья, по одной карте осталось опять. Опять ситуация повторяется. Опять ситуация повторяется, как и на прошлой карте. Oh my god, you cannot get better than this, can you, iFlame? You certainly cannot, and we find ourselves back here once again with one pick left for each team. The United States have one pick. Зачем Ftuna взял моды? Ну, видимо, чтобы Карчеру дать поиграть в ноу-моде, чтобы Карчер больше перформанса взял. Чтоб ты понимал, как раз-таки на фримод втором это сработало. То есть на фримоде втором Флайктюна взялся Hidden Hard Rock, чтобы Карчер не брал хэр, и гарантированно ты, то есть, набрал, ну, большой скор, и он это сделал. То есть, ну, банально проще играть в ноу-моде, допустим, эту карту. То есть, нежели чем в модах. Понимаешь? В этом логика заключалась, и эта логика на втором фримоде, она сработала. То есть, да, тут не получилось. Итак. With how much those results have changed from match to match, I don't even know if a 400k win in the first bout of Grand Finals is... А зачем тогда фримод существует, если моды не брать? Обязательно, конечно, в этом и прикол мода. Обязательно должен быть один хиден и один хардрок. То есть у одного чела должен быть соло хиден, у другого чела должен быть либо хардрок, либо хиден хардрок. Ой-ой-ой, и все-таки Южная Корея хочет добить у нас хиден пул и берет на последний свой пик у нас Южная Корея хиден. Но это, конечно, не тот хиден, на котором... Хотя, в принципе, учитывая, какие тут паттерны веселые... Вот я хотел, чтобы в прошлый раз Южная Корея хиден взяла, но вот они не брали никак. Но вот я думаю, самое время. Очень сложные по флоу паттерны. Тут стримы типа ломаны, и вот тяжело их хаимить, и все это еще в хидене. Карта максимально неприятная, конечно. Но пока что... Пока что это самый равный ОВЦ за последние сколько? Ну вот с 17-го года разве что. Да, наверное, это самый равный ОВЦ с 17-го года. Ну хотя в 2020 году, ну там типа Германия из лузер-сетки вышла, и она проиграла на ТБ Штатам. Типа, конечно, вопрос дискуссионный, смогла бы Германия выиграть на ТБ у Штатов в 2020 году и в брейкет-ресете также хорошо и стабильно отыграть, наверное, бы смогла, так что... Ну, в 17-м, да, конечно. Но пока что, да, пока что довольно-таки равное противостояние. Очень равное.
USA having some roster troubles for this one. Not sure where Taquito is at the moment. And that is not going to be good for United States. They do not have a timeout themselves. That is South Korea's timeout that they were going to use on this one. So I'm not sure if that's going to be how it gets applied, but it looks like it. Apparently his internet did go out, but there he is in the lobby, ready to go. So South Korea and United States with rosters ready for the last pick from South Korea. Ну, паттерны, да. Но опять же, типа, понимаешь, гиммик дерьмо, не только Южная Корея умеет играть. Штаты тоже умеют подобно играть. Тут как бы раз на раз не приходится. Тут все будет зависеть от того, насколько хорошо, там, не знаю, у Росхарплеера или у Карчера игра пойдет на этой карте. They do have the rest of the timeout to be waited out if they want to use it. And so both teams are going to have their players use the duration of this timeout to just take a look at the map and editor, maybe get a tiny bit of quick practice in before we go into one of the most important maps in this whole tournament. We do see Vaxei back in now. Итак, последняя карта, друзья, от Южной Кореи, последний их пик. На этом ОВЦ, в принципе, последний пик в последующем будет у Штатов, заключающий. И осталось всего лишь 2 карты, друзья, и, возможно, 3-я, конечно, да. И данный турнир подойдет к концу. Что ж, самое сочное осталось под конец, друзья, 5-5. Посмотрим, сможет ли Южная Корея забрать себе матчпоинт и как минимум поиметь шанс сыграть ТБ. Или же все-таки Штаты опять 2 карты подряд возьмут, как в прошлом матче, и заберут свой 9-й чемпионство. Да, трек, кстати, 4.41 идет, нормально. Миссит у нас Карчер в начале. Tons and tons of really difficult streams. As you said, the stream section starts to get really difficult about halfway through the map. Да, друзья, 3 часа этот матч идет, жесть. I think you're going to be looking at more of the awkward aim as a difficulty focus in the first half of this map, and we'll see how well these teams can hold on to that aim control, how well they can handle the density factor on a map like this, and how well they can handle that awkward aim. Штаты, Ректигон и Читобласт в начале миссают. Ваксей таки-то пока что держит. У Южной Кореи пока жила получше обстоят. Миссит Такита. И остался только Ваксей у Штатов с комбой. Так, пошел у нас первый Киай. Сейчас будут первые стрим-паттерны. Миссит Флантюна, миссит Росхарплеер, но остается Карчер Ристия. Еще стрим-паттерны Фланктюна не попадают по этим стримам. Ваксей пока что отыгрывается за всю свою сборную, в то время как у Южной Кореи Карчер 500 комбо против Ваксея, но первый Киай, конечно, что-то получше сыграли. Ректигон и Читобласт эти стримы проимели, прожали. И 40 тысяч преимущества у нас за Штатами. Так, Карчер, 600 комбо. Росхарплеер, Флантюна, Ристия 200. Да, конечно, саппорт комба у Штатов повнушительнее. И, конечно, сейчас Карчеру нужно будет игру жизни отыграть. Я не знаю. Одна ошибка от Карчера. Ну, кстати, одна ошибка от Ваксея, в принципе. Сейчас, кстати, пойдут, ну... Сейчас должны пойти прям совсем ёбнутые стримы. Так, погнали. Ваксей, Карчер. Оба пока что фкшат. Все-таки не отместит Карчер, Ваксей.
Ваксе эти стримы пока что идеально проходят. Понятно, все-таки миссит Ваксе оставляет шансы у нас Южная Корея. Миссит Рептигон, миссит Чудобласт. О, Южная Корея. Остался русский плеер, 400 комбо, Такие-то 400 комбо также. 2 хидden плеера сошлись. Поединки не на жизнь, а на смерть. 80 тысяч преимущества. Но что одного, что другого нет саппорт комбы. И это больше на руку штатам, потому что если так дальше и продолжится, без миссов Такие-то миссии, Росхарплеер, 600 комбы, шанс. Шанс за Южную Корею, шанс для Росхарплеера. 30 тысяч очков преимущества у штатов. Росхарплееру нужно держать. Там Вакси уже 200 комбы находил. Также Карчер, Флайтюна и Ристия бэкнулись. Нет, миссует все-таки Флайтюна, но в Росхарплеер. Ристия миссает, преимущество туда-сюда обратно. Рептигон миссит Флайтюна еще раз. Миссует Чудобласт, Ваксей 300 комбы, пока что немножечко комбы остается у штатов. Миссует Такие-то еще раз. В хидене, в Росхарплеер 800 комбы. 1/3 карты осталась, Росхарплеер продолжает ходить, там еще и Карчер набрал 400 комбо. 400 комбо, Ваксей! Так что ты миссуешь? Жесть! Ваксей 400 комбо, остается у Ваксея комбо. Нет, все-таки миссует он. А Росхарплеер эти стримы закачивает, жесть! Росхарплеер, все ломаные стримы закачивает, Росхарплеер! Миссует! Ты 100 тысяч на всей команде находил! И там абсолютно ни у кого нету комбо. Нет, есть комбо у Такие-то, но этого мало. 100 тысяч вряд ли отыграет Такие-то. Хотя если продолжит миссить Южная Корея, то в принципе невозможно, но там и Ристия тоже уже бэкнулся. Нет, Ристия миссит по стриму. 90 тысяч очков за Южную Корею, меньше преимущества становится. Такие-то выигрывает идеально эту карту до конца. И директор хватит Такие-то комбы, чтобы комбатить всю команду. Сейчас 40 тысяч преимущества будет, карта заканчивается. 30 тысяч, все-таки миссит Флайтюна. И все-таки Южная Корея хватает того, что в Росхарплеер организовал под конец карты. ФК, что в эти стримы, да, конечно, под конец он их намесал, но все равно огромное количество очков для своей команды он принес. Жесть, друзья! И это матч-пойнт для Южной Кореи. И концовка карты в Росхарплеер. Let it sink in. You guys are so close. They can feel victory on their fingertips. 1000 комбы в Росхарплеер, жесть. Карчер тоже красава, 800 комбы имеет. И, друзья, это матчпоинт для Кореи, буквально одна карта осталась из пиков. Одна карта из пиков осталась. Интересно, что у нас возьмет США. Чемпион поинт, да-да-да. Pop-off score from worst HR player barely did enough to hold them strong through the rest of the map. We've got DT1 still available. We've got Fremod 3 still available. Hard Rock 1 is up, but USA lost that last time around. I don't think they are going to want to pick into that. It's Nomad 1, DT1, Fremod 3. Чемпик поинт. Кстати. Так, и что же возьмет у нас США? ДТ-1, ХР-1, который, кстати, США в прошлый раз пикали. Хорошо у США получилось сыграть третий фримод. И, в принципе, они пока что все фримоды распикали. Вот, интересно, возьмет ли США по итогу третий фримод? Или же все-таки отдадут предпочтение первому хардроку, или же вообще попробуют ДТ-шку поиграть? Да ну, если сейчас США выиграет, то я не верю, что это не сценарий. Да в пизду, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Фримод третий, да. Фримод третий Такие-то берет. В принципе, в прошлый раз эту карту пикала Южная Корея, и Штаты довольно-таки хорошо ее отыграли. Посмотрим, как на этот раз будет складываться игра у Южной Кореи. Последняя карта, друзья. Последняя карта этого матча. Из пиков. Опять же, из пиков. Если сейчас США выиграют, это будет ТБ.
И вот знаете, друзья, вот у меня у одного такое, ну, как бы и ТБ заебись, но было бы круто, если бы, конечно, без ТБ было, да? Не, жимки не осталось, остался вот гиммик этот, и в основном дженерик карты. И вот как раз таки дженерик пикается у нас довольно-таки, знаете, типичная карта для фримода. Типа, Хидden играть — это играть R8, Хэр играть — это играть, ну, довольно-таки большой CS. И вот, как говорится, на какой из этих стульев ты сядешь, на какой тиммейта посадишь. Так, Росхар Плеер Карчер. Блин, я не знаю. А что если опять Флейнтюне дать типа HD HR и Карчеру это в R8 играть? Не знаю, правда, как Карчер играет у нас с R8. Обычно он подобные карты в Хэре как раз таки играет, вот ни разу не видел. Опа, вот Флейнтюна вышел. HD HR играть. Вот чел в чате написал довольно-таки интересный комментарий. Интересно, сможем ли 200 лайков осилить? Вот хороший вопрос, конечно. Заставляет задуматься, так сказать. Врати на соло СС ХДХ. А что если это будет овермод? А это овермод, скорее всего. Да, это овермод. И у штатов овермод. А Флейнтюн вообще в R8 будет играть. Жесть, что одни, что другие. Хоть конем делают, но не хотят R8 играть. Хардрок, Риктигон, Хардрок Ваксей, Хидden Текита, Бошимен, ноумод, Флейнтюна, R8, ноумод, Карчер, Хардрок, Алигриссима, Хэр и Врос Харплеер будет эту карту играть в Хиддене. Решающая карта. Врос Харплеер миссает, Флейнтюна миссает, Текита. Кстати, Текит неплохо эти паттерны отыгрывает. Также Врос Харплеер что-то бэкнулся в игру. Пока что преимущество за штатами. Но Ваксей миссает. Бошимен идеально, конечно, в R8 отыгрывает. СС это у нас больше эту карту. Текита, Риктигон у нас посток комбы имеют. Врос Харплеер также бэкается понемногу. И Флейнтюна миссает. Но миссит Риктигон в хардроке. Ой-ой-ой, очень сильно промиссал Врос Харплеер. Алигриссима пока что в Хэре 99,7 держит. Текита в Хиддене 98,7. Миссит Риктигон. Бошимен. Ой-ой-ой, 200 тысяч преимущества у нас за США. Бошимен, жесть, как же он на R8 играет. Мало того, что он сам любитель помапать подобные карты, да, он еще их и играет хорошо. Флейнтюна миссает. И это ТБ, скорее всего. Анигистима теряет у нас большое количество комбы, миссает Ваксей, Риктигон. Бошимен все-таки миссает. Не остается комбы у нас у штатов. Там, кстати, в Росхарплеер 200 комбо уже имеет, Флейнтюна соточка, но огромное преимущество у нас у штатов. Но оно сокращается, кстати, довольно-таки быстро, но этого не хватит. Карта заканчивается, друзья. И это ТБ. Это тайбрейк. Блять, пиздец. Какой-то сценарий. Ё-моё, друзья. И это эпичнейший ТБ будет. ТБ за чемпионство. For the United States of America, and now we get Vanitas. This map is something special. Это ТБ, друзья. 5 minutes and 53 seconds of absolutely brutal aim patterns, stream patterns, you name it. We saw да, очень много стримов, очень много джампов, контроля. 1/3 с флоу-аимом жестким. Решающая карта. Тайбрейк, друзья. И какой тайбрейк? Ванитас, друзья. Any one of these players could put up a big score, and if you do well enough, you could solo carry this map. Dio,
talk to me about this tiebreaker. Так, берется у нас пауза. What are the expectations going into this one for both teams here? This is one of the most unique Начало пошли карты чекать. finals in recent years with the rise of most original songs for tiebreakers. We've seen lots of different quote-unquote game songs with tons of это просто, это эпик будет. Ой-ой-ой-ой. You name it, it's in the tiebreaker, right? This one is far more Ой-ой-ой-ой. Еще и под такой сонг. all throughout. Aim and streams the primary difficulty focus of this map, and we do have some alt sections, some aim sections in the middle as well, where you can have. Да, 6 минут 40 секунд, очень длинная карта. На самом деле на этой карте желательно первые 2 кия фкашить. На самом деле на этой карте реально желательно первые 2 кия фкашить. Они более-менее такие, более-менее дженерик, потому что после второго кия там, ну, ад начинается. То есть тут и жимка, и флоуим, короче, на карте очень много аспектов требуется. They're going to perform pretty well. You're going to see lots of 300-400K scores. That is the type of score and type of team score. Да, и 9 лайков до 200 осталось, пацаны. This is a really good test of overall team consistency. It's not about the solo carries on this map for the most part. It's about how good you are as a team, what kind of 4-person roster you can put together for a map like this. 2 minutes remaining until we get into this tiebreaker, folks. Go get your popcorn. This is such a good song, and yet another OSU original. Это жесть какая-то. A banger. We could not have asked for a better match. Не зря я сегодня в 7 утра проснулся, и для вас уже 3-й час комментирую эту игру. Игра, конечно, этого достойна. Определенно. South Korea can make a great return after 10 years to that first place podium spot in the OSU World Cup. Let's talk about rosters here. Without a doubt, в принципе, сонг шикарен, я не знаю, и карта ВОСУ от Мордреда просто охерительно сделана. Мордред, ХХ и вроде еще Люцент, мапперы. Очень крутую карту сделали, прям очень симпатичная, да и в принципе сонг офигительный. Идеально, конечно, подобный сонг подходит под ТБ. Earlier on, especially on the hard rock, and that's what you need this time around. You need the consistency as well as the ability to pop off. And we'll see. Spectre, Restia, they're gonna get their time in the spotlight. I don't think either of them will be playing. Parisha as well. Everybody's getting into the lobby for South Korea, saying hello to the stream. On the side of the United States, I think we are waiting on, of course, Rectigon into the lobby. Is this so speedy? I do expect one Window Life or Woodshi to sub out in favor of Taquito. Оставишь запись турнира, наверное, да. Where Taquito doesn't play this map. What do you think, Dio? I think this is going to be the roster for. Ну вот вы говорите, чё Спектр не выходит на матче? Вот вышел. Поздоровался, ушел. Window Life Woodshi, 2 rookies for the United States in on the tiebreaker in bracket reset. This is a best of 1. It's for all the marbles. Release Hallucination said it best. Great match. Good luck to both teams. Кстати, да. Ну, кстати, в РосХРПР не будет играть эту карту, что, в принципе, наверное, верное решение. Так что вся... Так что вся, друзья, у нас надежда на Карчера. Фланк Тюна. Друзья, финальная карта ТВО тайбрейк. 6 минут 43 секунды металла. Карчер, Фланктюна, Перисия, Иристия у Южной Кореи. Огромный путь проделала Южная Корея к тому, чтобы играть сейчас против Штатов.
И огромный путь, это я не говорю не только про ОВЦ этот, а в принципе с 2019 года. На данный момент, в любом случае, это для Южной Кореи будет лучший результат против очных встреч против США. Ну и Штаты, смогут ли они отстоять чемпионский титул против Южной Кореи? Или же мы увидим с вами нового чемпиона? Тоже с нижней сетки США довольно-таки длинный путь проделали и все-таки добрались у нас до Южной Кореи. Вути миссет, кстати, миссет Ректигон. У Южной Кореи вообще ни у кого комбо нету, в то время как Ваксей и Window Live пока что на первом КИА имеют по 600 комбо. Но карта довольно-таки длинная. Window Life and Vaxei holding strong for the United States right now. This is the trouble for Window South Life, Korea. Vaxei пока что фкашит. И у Южной Кореи прям нету никого, кто бы эту карту играл на большую комбу, но там Vaxei и Window Life миснули. Так что небольшое преимущество у нас за Штатами. Посмотрим, еще впереди второй КИА, еще впереди огромная инструментальная часть. Но пока что США лидируют на 70 тысяч очков. Там Ректигон бэкнулся по комбе. 300 комбы у нас Ректигон имеет, в то время как у Южной Кореи, да, с комбой дела обстоят не лучшим образом. 200 комбы фланктюна. Миссет Перисия. Карчер фланктюна пока что держит. Миссет Вути. Ректигон 500 комбо. Ректигон миссает. Ректигон теряет огромную комбу у Штатов. Карчер 300 комбы. Фланктюна 400. Ой, Фланктюна миссает по стриму, но Карчер пока что держится. Ой, пока что на этот стрим миссит Ваксей. Window Life продолжает держать. Window Life миссит перед вторым КИАем. В то время как у Южной Кореи Карчер 500 комбы. Последняя надежда Южной Кореи. Последняя надежда на то, что он перевернет в соло. Вути миссит Window Life, а Карчер 600 комбы имеет. Карчер. Нужно холдить. Карчер нет, Карчер миссит. 80 тысяч преимущества у нас за США. Ваксей 200 комбы имеет и теряет их тут же. 300 комбы было, тоже потерял. Миссит очень быстро, ребята, сложная карта. Пошла у нас инструментальная часть, 1/3. Южная Корея без комбы. Также без комбы у нас Штаты. 90 тысяч преимущества у нас за Штатами. Пока что Штаты ведут, на самом деле, 100 тысяч для ТБ это довольно-таки многовато, но посмотрим. Так, пошла у нас джамп-секция, Карчер 300 комбы, Фланктюна 300, Window Life и Ректигон 300-400 комбы имеют. Так. Ой, пошли самый поздний паттерн на этой карте. Window Life миссит и Карчер. Фланктюна пока что держит. Ректигон 500 комбо. Миссит Перисия, миссит Ректигон. Фланктюна. О, нет, это было бы жесть. Так сильно отыграл. Преимущество 90 тысяч пока что по-прежнему за Штатами. В начале, да, вот как я и говорил, выходили, так пошли стрим-паттерны. 100 тысяч преимущества резко у нас за США на этих стрим-паттернах. Так, и сейчас пойдут у нас лонг-стримы. 100 тысяч за Штатами. Пока что преимущество за Штатами, но что одни, что другие имеют одинаковое количество комбо. И тут очень важно посмотреть, как эти стримы сейчас у нас Южная Корея пройдет. Миссит Перисия, миссит Фланктюна, миссит 300, Window Life, Ректигон, Ваксей и Вути. Эти стримы фкшат миссит Карчер и Соединенные Штаты отыгрывают стрим-паттерн просто идеально. Джамп-секция, Window Life, Вути, Ваксей, Ректигон холдят. Еще один стрим-паттерн. Ваксей 700 комбо имеет. Ректигон, Window Life миссают. Но Ваксей! Жесть, Ваксей 700 комбо имеет. 145 тысяч преимущества за Штатами. И Ваксей будет заканчивать эту карту и получит еще один бейдж. Как человека, который выиграл ОВЦ.
Штаты в очередной раз показывают, что они самые сильные. Даже несмотря на то, что очень сильно Штаты андеррейтили после поражения Канады. Признаюсь честно, я в них мало верил, но Штаты удивляют. Ой, мешают у нас Ваксей по стриму, но это не так важно. Карчер миссии, Ваксей имеет самый высокий результат в мультиплеере. И в таком ожесточенном противостоянии, где было непонятно, кто выиграет, все-таки Штаты оказались сильнее, и в очередной раз США доказывает, что не просто так они являются самой играющей страной и самой сильной страной на просторах ОСУ. Ваксей. Можно хотя бы за него порадоваться. Больше 100 тысяч преимущества, да. Была, конечно, надежда на Карчера, но... Нет. Не смог Карчер осилить первые 2 кия. Все-таки, как я и говорил, тут очень важно было эти 2 кия фкшить, потому что далее карта проще не становится. Блин, но на самом деле радует, что Ваксей бэкнулся в игру и поначалу показывал, ну, не лучший перформанс, но потом по турниру США, в принципе, командно довольно-таки сильно импрувнулись и смогли одолеть Южную Корею. Я, честно признаюсь, я верил, что Южная Корея этот ОВЦ выиграет, но я не ожидал, что Штаты даже с таким ростером все равно смогут показать класс. Почему я говорю даже с таким? Потому что прошлые ростеры у Штатов были посильнее, справедливости ради. Но, конечно, тоже стоит отдать должное. Довольно-таки тяжело быть всегда чемпионом, всегда занимать первое место. И у Штатов это получается уже на протяжении нескольких лет. Что, конечно, тоже требует отдельной заслуги. Точнее, не отдельной заслуги, а отдельного уважения требует. Я уже в словах, друзья, путаюсь. Но финал был, конечно, по-своему крутой. Очень много переворотов, очень много интересных моментов. И, в принципе, достойная игра, что от одной, что от другой команды. Да, Ваксей с долларами, это, конечно, база. Ой, ё-моё. Сценарий забыли поменять, прошлогодний взяли, действительно. Не повезло немного Южной Корее, признаемся честно, но, друзья, везет сильнейшим в эту игру. И сильнейшие в этом году у нас Соединенные Штаты Америки. Это какая победа? Ну давай считать. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Это 8-я. 8-я победа на ОВЦ. Безоговорочный лидер. Не поменялась у нас, друзья, история. Не поменялась у нас история. Не стала Южная Корея у нас чемпионом. Не стала у нас Южная Корея чемпионом. Не вернула то господство, которое у нее было в далекие времена. Поэтому, друзья, хоть история циклична, но не в этом году эта история... Эта история, так сказать, обойдет круг и вернется все на круги своя, где азиаты демонстрировали просто невероятный перформанс. Может быть в следующем, но доживем мы до следующего года или нет, это, конечно, вопрос открытый, друзья, как минимум я говорю про себя, поэтому... Поживем, увидим, ребят, поживем, увидим. А пока, опять же, как бы вам этого не хотелось, но, типа, стоит проявить уважение. Стоит проявить уважение к США. Я думаю, это вполне заслуженная победа. И даже история вот камбэка с поражения Канады в 1/4, типа, заслуживает уважения.
Могли бы просто забить фиг и не играть, то есть. Но нет, все-таки проложили себе дорогу к гранд-финалу сквозь лузер-сетку и вполне заслуженно обыграли фаворита. Вполне заслуженно обыграли фаворита этого ОВЦ. Спектр для красоты. Так что, друзья, ну что могу сказать? Что могу сказать, друзья? Спасибо огромное, что весь этот месяц вы были со мной, что смотрели этот ОВЦ. Было приятно для вас комментировать. Месяц пролетел незаметно. Надеюсь, вам было интересно наблюдать за этим событием вместе со мной. Поэтому скоро обязательно с вами еще увидимся. Надеюсь, через год как-нибудь. Так что... Да. Все-таки смог я для вас покомментить ОВЦ 2023 года. Я честно думал, что нет. Я честно думал, что не смогу, ребят. Честно. Но так вот получилось, что смог. Но вы, друзья, напоминаю, типа, если хотите как-то поддержать, можете подписаться на телеграм-канал. Я вот ссылку оставлю. Если вам интересно, в принципе, следить за мной, я вам как личность интересен, можете подписаться на телеграм-канал. Будет очень приятно. И спасибо огромное. Не знаю, Садовая тут еще или нет. Спасибо огромное Садовой, что каждую трансляцию поддерживал рублем. Прям очень приятно. Спасибо тебе огромное, брат. Каждый раз, как запускаю, вижу Donation Alert 500 рублей. И прям очень приятно, очень приятно. Спасибо огромное тебе, брат. Спасибо большое. Надеюсь, и в следующем году также поддержишь. Ну, хороший был финал, хороший был финал, на самом деле. Конечно, хотелось, да, чтобы чемпион сменился, такой вайб и так далее, но мало чего мы хотим. Точнее, если много будем хотеть, мало чего получим. Если в армии не буду, то поддержу. Понял тебя, брат. Да, да. Конечно, хотел, чтобы Корея выиграла. Типа, уже вот третьего ОВЦ им проигрывают. В 2019 году проиграли. В 2022 проиграли. И вот 2023 не стал исключением. Но было близко. Было близко. И самое главное, что нам подарили в первую очередь интересный матч, который был наполнен множеством эмоций. Да, поэтому, друзья, еще раз всем спасибо. Я пойду отдыхать. Еще раз спасибо, что вы были на этом ОВЦ. Так, сейчас я вот так вот сделаю. Поэтому всего хорошего. Скоро с вами увидимся обязательно. Надеюсь, буду и дальше пилить для вас крутые видосы. Обзор на ОВЦ, естественно, выйдет. Надеюсь, быстро выйдет. Так что все. Всем еще раз спасибо. Спасибо, да, Зорный за 50 рублей и Садовый еще раз спасибо за 500. Все. Всем всего хорошего. Удачи. Обнял вас. Дальше буду осы стримить. Ой, ну, может, какие-то турики обязательно еще и покомментим. Посмотрим. Всего хорошего. Удачи.